Всем привет, дамы и господа, продолжаем The Invincible, он же и Непобедимый. Сергей, привет, Наташа, привет, Лена, привет, всем привет, ура. Я сейчас загружал это сохранение и, вот эти вот картинки, как вначале показывались. Там было две картинки того места, которое недавно посетили, где раскопки, какой-то вот этот вот круглый кратер и что-то такое поднятое. В описании к этим картинкам было сказано, что вот эти вот товарищи из Альянса нашли какую-то необычную находку, по виду напоминающую робота. Не знаю, робот или не робот, так было написано. Может, в дальнейшем как-то это проявится. Также я переслушал, пересмотрел и по возможности перечитал, где это было возможно, все, что там в лагере, на базе было, на этих всех досках там, все такое прочее. Вот, вопросы все еще остаются, понятное дело. Я думал поделиться своими наблюдениями, но нет, давайте делать это не буду. Не факт, что я правильно предположу, да и какой смысл? Если в дальнейшем это раскроется, то как бы и не надо. Так. Ладно, хорошо. Распланируйте дорогу к конвою. В общем, то же самое делаем. No, I don't. I still think we have to go there. If they're not in the base, they must be somewhere, damn it. So, what's on your mind? В общем, опять насчет этого обходного маршрута. Я не знаю, может это игровая условность, но вот этот момент и вот этот, мне кажется, плюс-минус все одинаково. Хотя чувствую, сейчас она попрется куда-то там узкий проход и ее заклинит. В смысле, вездеход. Или что-то обвалится. Не знаю, а вы что думаете? Я там ткнул обходной маршрут. Может, по прямой дороге поедем? Темный громоняк, привет. Нормально дела. Вот новенькая игра на канале внезапно появилась. Вразрез с планами. Что думаете, что выбрать? Straight to the convoy, or try and take a side path to remain unnoticed until the very last moment. Bold assumption. Could be an unnecessary detour. I leave that to your judgment, though. It's your call, Ясну. Как думаете, я уже практически не сомневаюсь, что тут в живых остается только Ясны и это самый астрогатор. Или как он там? В общем, этот, да. Не просто же так есть обход. Не просто. Хорошо, давайте как тогда выбрал. Все, поехали. Пойдем по прямой через обход. Я уже ткнул обходной. So I'd rather keep going and stop for a pointless reconnaissance. The tactical report is that I'll be at their location in a few minutes, and then I'll find out whether they're still there. It's a rather modest tactical report, but I won't insist. Please keep going. А только проехать уже не получится, судя по всему. Я вот не понимаю, они вначале говорят про какую-то нет, про разведку не говорят. Как поехать, так или так,
Выбираем так, а теперь про разведку. То, что она быстро встает, это немножко раздражает. Уровень радиации возрос. Radiation level is rising rapidly. Ясна, be careful of radiation, of other people. Just watch yourself. Там, где есть радиация, людей обычно нет. Considering the radioactive environment, I assume the probability of finding people here is close to zero. It might well indicate something quite the opposite. Human technology equals radiation, after all. А ну-ка. Антимат, да? Так он назывался. И все? Нет, по сути, там что-то еще рядом. А мне показалось, тела лежат. Но нет. Ясно. В любом случае пришлось бы выходить. Застрявший транспортер. One of their vehicles got stuck in the rubble. Oh, so you've already reached the convoy? It's only this vehicle so far. I'm looking for the rest. А вот это... Это выстрел. Чей? Его? Жух! Только куда? Либо это отсюда. Кто-то. Что-то. There's also an antimat. Any activity? It's quiet so far. Nothing alarming. The antimat too. It's lying slumped on the ground, motionless. И это все? Он вообще не очень поврежденным выглядит, как и тот на базе. Слушайте, я хочу сюда все-таки зайти. Поэтому назад получится? Видимо, придется. Хочу! Ну, потом пойдем через пещеру, которая вот там вот. А чё, Steam теперь проверяет через эти самые все эти автобусы, мотоциклы? Не, стойте, она уже не хочет назад. Вот блин, а. Слушайте. Чёрт. Ну нет, так нет. Лена, ты там была внизу? Есть там что-нибудь интересное? Капчу просит. Ну, попробуй несколько раз. Не понял. Ну. А, это тоже выстрел? I found a way to the convoy. What might interest you, sir, is that it appears to be a mechanically drilled tunnel. Circular, precise. I'm more curious about what's on the other end. Although curious might not be quite the right word. Ага, это сюда пальнуло. Блин, ёлы-палы. Уи! Мне весело. Бум! И готово. Yes, I am.
shit. They're close. At least one. There's not a soul. I don't see anyone. Конечно, была. То есть ты поехала по прямой, да? И не как я, в обход. Труп. Oh no. Astrogator. They're dead. So you found someone. Не ожидала найти такое. Кого, живых ожидала? Я так и знала, что этим все закончится. After seeing their base, I had a feeling it might end like this. Still, I wonder, what were they looking for? А тут еще... Блин. Сейчас, стойте, это глюк. Was it that they killed? Just what the hell? You mentioned the antimat. Looks inactive. Might be for the best. Although, it could have recorded what happened. Oh, right. It certainly should. Проверьте реестр антимата. Такс. Блин. Пошла по прямой. Ну-то я не пошел. Может, как-нибудь можно туда все-таки переползти? Ну, полагаю, все-таки, наверное, это они стреляли. А вот и путь. А вот и путь. И ничего. Ну и зачем тогда? Потому что с той стороны. Там внутри в вагончике есть что-то? Записки, либо какие-то там компьютеры. Что за звуки? Вы слышали какое-то жужжание, что ли? Ой, ой. Okay. I'm getting into the antimat's recorder. Кстати, я что-то не то сделал. Нет, еще раз. Или этого достаточно? Странно. What do we have here? Вроде ничего. Ну, хорошо. Preparing for departure. Coordinates match the location of the base we've searched. Слушайте, дайте-ка я вам еще чуть-чуть полдецибела добавлю, вот так вот. All of the Alliance's semi-autonomic machines can be remotely controlled, right? Yes. In that case, they were conducting an inspection before marching out. The antimatter's in an escort mode. The convoy's heading somewhere. I was there! It's the location with the giant cranes. Right before they lifted that strange artifact above ground level. Ну так а что их бомбануло-то? Антиматы. Да и людей.
Они в кого-то пуляли. А тот, в кавычках, робот-робот, его только достали. Может, больше одного их роботов. Угу. Угу. It's hard for them to reach the site. That's why they're trying to get there from above. Oh, they're tunneling their way through with a beam of antimatter. How subtle. Can you locate the breach? Я понял, мы что-то такое видели. Получается, это был луч этого самого антимата. Looks like they found whatever they were looking for in that ominous tunnel. Of course. Don't jump to conclusions, Doctor. Not before you finish. We need to know what to expect there first. Интересненько. Those containers ended up in one of the transporters. I wonder if it's still nearby. Shame. The transport's leaving. Уезжает. Так, одну секунду. Я чат потерял. Something's going on. Насчет Стима, Сергей, а у тебя там VPN-ов никаких не включено? У меня что-то такое было когда-то, один раз. Какой-то глюк, и потом прошло. Либо поищи ответ в интернете. One of them is staring with concern at an instrument, some sort of meter. Measurements are also strange. The electromagnetic field is in the upper range. Вот опять. Да-да-да. We're going in circles instead of getting you off this planet. Is there anything actually helpful in those photos? Погоди. Вам не интересно, что здесь происходит? Да, мне кажется, он либо знает, либо догадывается. А помните, когда Горского Ясно вытащила туда на краюшек и пошла поставить этот буй сигнальный? Там какой-то звук раздался, какой-то, опять-таки, механический, какой-то... Может, это то же самое? My crew was safe and sound, I gladly investigated myself. Explaining this mystery would not only expand our knowledge, but also bring us honor and glory. Not to mention the exposure of the Alliance's incompetence. At the moment, though, I have other priorities, Doctor. Next slide. People rushing out of the tunnel, running from whatever's in there. But are we still considering whether you should go inside? I admit it's all very intriguing, but also too risky. What I'm trying to say is, I fear for your safety, Ясна. А помните самое начало? Норвик нашел какой-то минерал. Он здесь нашел? Нет, не здесь. Вроде как. Это ведь было до этого криогенного сна. Где-то в другом месте. Он что-то нашел. Да? Сдается мне, это все, блин, связано. Спасибо, но это лишнее. Так. Угу. А потом в ответ выстрелили.
total panic. Угу. Everyone's trying to escape. There's also a second antimat. It's shooting into the air. Воздух. Both were faulty. Да уж вряд ли. Astrogator. The antimat's new objective is to eliminate, instead of protecting. What happens next? The second antimat. That's what destroyed it. People are frozen with fear. They don't know what to do. Это стреляет в него, да? Не так, погодите, стойте. Сейчас я хочу сравнить. It's using to protect the convoy. Да-да-да. Вот. Антимат стреляет вот такой вот. Я не знаю, как это назвать. Струей разной толщины. Я не знаю, это на что-то может повлиять. Здесь, ну плюс-минус такая же, только более цельная. А затем, вот опять, более прямая. А теперь в него... А, стойте, это же один другого бомбанул. Ну, получается так. Да. Кстати, картинки очень похожие, будто вот эту линию просто перенесли оттуда сюда. Хе-хе-хе. Алина, привет. Yes, I'm checking something. Я проверяю. Что делать со Стимом? Блин, не знаю, ищи в интернете. Наверняка еще у кого-то было такое. It's firing directly at the crew. Вот, второй антимат, то есть вот этот, напал на своих же. Ну да, вот. Тень. Shooting them. One by one. It's horrifying what an antimatter beam does to the human body. I'm sorry you have to see this, Ясна. Регис III doesn't spare you. Да при чем тут Регис III-то? Подобное оружие следует запретить. Эта миссия не перестает радовать. Damn this mission. I curse whoever sent us here to play some half-assed spy game. Шпионов? Someone hid behind a rock. How do you know? This antimat has thermal imagery. А ведь их тут двое. Да? Интересно, интересно. Пиу-пиу. Алина, ты знакома с игрой либо произведением? Hiding from it made no difference. One man has raised his hands in surrender. И? Машины распознают подобные жесты? If only a machine could take pity on him. With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. Знаешь рассказ? Хорошо. Хорошо. Кстати, я забыл оберег написать, который никогда не работает. Почему-то. Не знаю почему. Так. И так. О. Такс. It killed him. The machine just killed him. Либо то, что ей управляет. Икс, привет. Как игра классная. Про что она? Ух, про группу ученых на планете Регис III, которые попали в странные обстоятельства, до сих пор непонятные. Я бы тебе посоветовал либо прочитать с произведения, либо самому поиграть. Либо посмотреть сначала. Сейчас уже пересказывать, я думаю, будет
Не очень хорошо. Oh, fuck. Ясно? Опс. Он живой? The last photo is from a few moments ago. I'm on it. Bloody hell, so it's not dead after all. The machine that massacred the Alliance is still operational, and it could target you at any moment. Let's hope not. Perhaps it's best to hope. While moving away. If that's all... What about that tunnel? Right. Не слышу возражений. Как так? Пойду посмотрю. So? I'll go check it out. I know you will, Ясну. Proceed. Ну этот, да, бомбанули знатно. Все прям вот как и тоннели, как и люди. Я где-то видел второй кружок. Но сейчас уже нет. Ладно, пойдемте в тоннель. А это что? Человечек. Вот, слышите, вот сейчас опять этот звук был. Вот это вот что такое? Ну, видимо, это какие-то датчики у них, да? Что за звук? Это ветер. Эмпти, привет. I can hear a rhythmic, metallic sound coming from beyond the tunnel. I can't hear. I don't understand you, sir. The audio's breaking up. I'll get back to this in Octan. Coming at me. Huh. Carrying something. I got out. Well, inside a cave. Ясну, can you hear me? Over. Copy that. I don't feel too... My head feels like it's bursting from pressure. Breathe, Ясну. You need to rest. Здесь опять вот эти одуваны. No. No. Сейчас она надышится I'm better now. и будет смотреть мультики. Can you tell me what's in there? Seems like this robot started a task and then got stuck in a loop. What task? Carrying boxes. It took one but never left. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles, using the same path. Робот. А, Хоффман — это и фамилии вот этих вот бедолаг несчастных. Металлические кусты. Металлические все-таки. А тут какой-то щуп и колбы. Металлические кусты. This place is full of metal bushes. Same as the ones before. Если стать перед роботом, давайте. Здравствуйте. Толкается. Well, the lower parts of the bushes are fruitless. So the Alliance came to pick the fruits. I'm pretty sure the box is filled with research material. Those fruits.
retrieve them somehow? It won't be easy to snatch a crate from its steel grip. I'll come closer first. Обыщите местность. Сдается мне, вот этим надо воспользоваться. Нет? Нет. Видимость не очень. Как бы это антеннами какими-то не оказалось в итоге. Обыщите местность. Здесь я ничего не вижу. Наверное, надо дальше туда пойти. Металлическая стена. I think their crew took some soil samples. There's this chipped rock, revealing what lies beneath the surface. Which is more metal? Yes, a metal interior. Корни. Roots are exposed as well. They're not embedded in any rock, but in a tissue-like alloy. Metal bushes growing out of metal soil. Yeah, that's one way of putting it. So, all the bushes in this area, and there are plenty of them as I understand, appear to grow on the rock, but deep down their roots are embedded in metal. Perhaps you should take a closer look at them, Doctor. Не, слушайте, тут уже что-то новое. Обыщите местность. Can you please check them, Ясна? Do you have anything specific in mind? Doctor, if it's all metal... Then I'll use a detector. Right. I'm checking. Give me a sec. Perfect. Погодите. Подземные проходы. Как мне быть с роботом? Я что-то там не нашел, либо мне дальше надо идти. Everything matches. There's metal all around. And the bushes have a direct connection with the whole system. Interesting. Sounds similar... To the structures I saw following Gorski. Yes. Huh. Well, perhaps it's... looks like two generations. One, old, dead, a relic. Second, these bushes grew in the remains of the former generation. Hang on. Are you saying that this new generation is alive? And the old one used to be alive? Это нельзя исключать. We can't rule it out. And you say that as a biologist? I haven't heard you mention cells, membranes, organs, or green bodies. Which leads me to one conclusion. That thing is not alive, Doctor. Well, we're used to calling all life proteinaceous, especially ourselves. But that's on Earth. The universe doesn't give a damn about our classifications. Yasna, are you abandoning your profession? What you have learned, discovered, researched so far? I'm just opening up to the unknown. Shit! Ну что такое? Все, он ушел. Блин, вот. The robot disappeared. You must have broken its loop. I didn't. No, you must have done something. Never mind. We'll try to locate it. But first of all, get out of there now. Я тут не сделал, я туда не сходил.
Блин. Иван, привет. Смотрел и уснул. Нормально. Теперь уже так ничего не разобрать. Металлические кусты растут из металла. А, туда и не пройти. Это к вопросу об этих всех графиках, которые были. Органическая жизнь, потом вот это преобладание металла, потом снижение органической жизни. В общем, будем считать, что я все сделал тут. Только я еще и нашел человечка. Но его как-то я не могу уже это законспектировать. Значит, не будет ачивки. Не спойлерите. Рассказ я тоже не читал. Но после этой игры прочту. I found the robot. It hasn't gone far. Good. Please follow it. Oh, fuck! Fuck, it's getting up! The robot. No, the antimat. You need to act fast. Move, Yasna. But No. Yasna, are you alive? Да. We destroyed the robot. What's it doing now? Oh no. Take care of our people, Novik. Do you hear? Find them the best medics. Yasna, what do you... Tell Kovalai. I tried. No, don't die on me now. I'm begging you, don't give up. You can't. You can't. I feel so fucking sorry. It's all my fault. You hear me? All mine. It was my decision. I decided to accept this mission. I brought it here. This goddamn planet. Так. How did I survive? Wait. You said you had a choice. Yasna, you're alive. If you could reject it, why didn't you? After a series of successful missions, are you safe now? Safe enough. And the antimat? He decided not to shoot me after all. Please continue, sir. I'm all ears. You will agree that we were doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine... You could have at least asked us. I did wrong. I know that now. I will never forgive myself for it. Neither do I expect you to. Давай выдавай всю информацию. Мэрит вас тоже уже не простит. Чё ему говорить-то? Я вас прощаю. Marit? She can no longer forgive you. Same goes for the others. I'm fully aware. All of it weighs heavily on my mind. Believe me, Doctor. So, what do we do now? Will you finally let me send Hopper for you? I can't just fly away. Now more than ever. I won't rest until I find out what happened to our people.
and what we can do to aid them. Что-то новенькое. Робот. Это ведь робот, да? О. Бу-бум. Ну и ясно. Да, вот она. Все, это для красоты. Уничтоженный робот. Что ж там у него в коробке-то было? Может, доширак? For now, you can forget about the research material. The only thing left of the Arctan is its feet. Considering all the factors, I would assume everyone in the convoy is dead. If there's anything more to learn, it's from the recording devices. The first anti-map told us a lot. The second one is destroyed. You spoke about the probe. Should be a valuable source of information. And the rovers. Are they on the convoy list? Найдите вездеход. Пойдемте искать. А вот из него вытащить карточки можно? Вряд ли. А хотелось бы. It's cooled down. Actually, it's right in front of me. Найдите записывающее устройство. И опять звук. Он дядька. А может, тетка. Что там, еще что-то? Ну да. Но больше я ничего не вижу. Тудин-туду. Тачаночка. Здорово. Нет, погодите. Я не знаю, с чего начать. Саунд радар. Why even bother with security measures when they just leave keys in locks anyway? Ну, потому что раздолбает. Extremely unreasonable of them, but it's nothing to complain about, is it? Я что-то делаю, нажимаю кнопочки. Let's hear it. Hello, base. This is Antka. Hello, Antka. Tesla here. I can hear you. Reporting. 25th day of the mission, 7:15 a.m. We arrived. I saw it on the We slides. encountered a terrain obstacle, but it has been removed. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site, separated the material for research. Now we're securing the first transport. Dr. Boza and Osterhaus have already begun their preliminary research here on site. Gotcha. I'm passing it on. Let us know if there are any updates.
Of course. Over and out. Ah, there's more. Base, come in. Dr. Boza wants to talk with you. Tesla here. Over. We have a sort of discovery. Oh, I'm listening. 25th day. Base, this is Boza. Doctor. These tiny crystals contain highly advanced technology. Individually, they are slender and helpless. However, when in a group, they seem to stimulate and support each other, revealing new properties. At first, they started to emit an electromagnetic field. Okay. And then? A handful of small crystals gathered together. When in a larger group, they activated and... this is our biggest revelation so far. They started floating in the air. Did I hear that right? The larger the group, the easier, more freely. Yes. Apparently it's flying. Like a swarm of mechanical flies. Slow down, Doctor. You say crystals, or rather flies. Which one is it? Call it whatever you want. These creatures have a precise threefold symmetry, resembling the letter Y, with three-pointed arms connecting in a central bulge. Black as coal in direct light, shimmering with shades of blue and olive in reflected light. As my colleague Osterhaus mentioned, they somewhat resemble the abdomens of certain terrestrial insects. Is Markovnik there? Navigator's unavailable right now. Well, please let him know we'll submit our reports as soon as he's available. Oh, and have him send us another transporter, will you? Autonomous robots the size of flies. It's not finished. Let's keep listening. Hello, convoy. Anka, come in. Are you there? Yes, I'm here. We're finishing loading. Preparing to depart. Don't! Gets tense. Leave the material behind and return to the base. But why? What happened? Scouts came back from this whole city. Tesla? What's going on? Hello? Tesla, come in. Navigator speaking. Don't take anything. Just get out of there. Immediately. That's an order. Last saved recording. Amazing. Microbots grouping and flying together, similar to flies, capable of affecting other machines, even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, they must be dangerous as well. I don't know how, but not all people were killed by larger robots. I think I've figured it out, partially at least. The Alliance scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field, the field emitted by these flies. When people displayed disturbing symptoms, field measurements showed above average values. Now, at first I thought it was a sensoric malfunction, after all the machines were broken. It turns out that field damaged them. So all the malfunctions occurred afterward. Why didn't I think of it sooner? Prolonged exposure to strong electromagnetic fields can be harmful to the human brain. Usually it concerns long-term effects, months and years of unfavorable conditions. Please elaborate, Doctor. What sort of effects? Various brain dysfunctions. It may even lead to the arrest of vital organs. So that's how... Merit. Most probably. Another known effect of the EM field is memory loss. The human organism continues to function normally, but the human being as such is helpless, vulnerable. Like a baby, they don't understand the world around them. Can such a person learn the world anew? Допустим, оптимистическая фраза. It's unprecedented. All we can do now is believe that they will eventually snap out of it. And when they do, hope they won't be used as guinea pigs. We both know this is going to be difficult. Yes. And I don't even know if I'll survive this mission. Will I see them again? Will they develop properly? Even if it all works out, we will be strangers. They won't remember us. All that's left is hope. God damn it. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. We're theorizing for now. Be worth examining. Confirm at least. Got it, Astrogator. I'll search for those containers of flies. Контейнеры с мушками-мошками. Ладненько. А еще что-нибудь?
Чё, все? Мне кажется, больше ничего не будет. Ну нет, так нет. Объяснили, но не все. Слушайте, почему... А, он в любом случае будет гореть, да? Ну да. I've located one of the transporters, sir. Please don't celebrate yet, though. Something strange has happened to it. Get to the point, please. What's wrong with it? The outer shell is damaged. There are holes everywhere. Like, from bullets? No, it looks like it's been corroded by strong acid. А это мушки их жрали. Классно, классно нарисовано. Я прям вот представляю, что руку протянул и почувствовал это все шершавое. Сейчас, погодите. Угу. Вот, список. А, это robots. Vehicles, people. Мертва. Антке. Батке. Антке и Батке. Так-то. Добров. Хоффман. Эх, а тот в пещере. Вот здесь вот, блин, я уже его того. Я бы вернулся, конечно, но я уже не буду. Остерхас. Сокольный. Стельнак. Да и может раньше я уже это прошляпил некоторых. There's something I need to do before moving on. Bushes already protrude from the holes. I don't get it. Those bushes again. And here I thought it was all coming together. I still don't think we know the whole picture. Maybe if I look inside the transporter, I can find out more. А, по поводу кристаллов. Так что там Норик-то нашел? Тоже такой кристалл? Ну, было... Это выглядело именно так. Что-то серое такое, вот... Кристаллической какой-то структуры. Редкорд, привет. The door to the cargo bay has budged a little, but it won't open fully. Это робот? Робот и грустные глазки такие, как будто лицо он стоит такой, пригорюнился. Сейчас будет скример, я чувствую. It's too awkward to squeeze in. The whole vehicle is just stuffed with bushes. But can you see past them? Not quite yet.
Раздавленные контейнеры, либо проеденные изнутри. I can see broken containers. No sign of the flies. Just plenty of bushes. You have some theory, sir? Everything that comes to my mind seems absurd. Сдается мне, это разная форма существования. What do you think? Блин, не успел. Well, look, I think it might work like this. The bushes and flies have a symbiotic relationship. I even consider that the flies are part of the bushes. Just like the fruits. If the flies can fly, they behave more like insects. And the bushes like plants. I see we're getting back to biological analogies. According to your profession, do I correctly conclude that you are confident that this can be a life form? Все больше и больше. Симбиотическая, да, связь у них? Given the age of the oldest forms and the evidence of continued activity, differentiation, a particular drive towards miniaturization, improvement, and lethal effectiveness, I dare say that we are dealing with an evolution here. Far longer than that of human. Also very different. And dead. Necroevolution. Mortuus evolutionis. I still don't understand where this change is coming from. What if I said that the flies and bushes are the same thing, but in different forms? When they need to move, they develop moving parts, the flies. When they need to multiply, expand their volume, they settle on the metal substrate, form bushes, absorb raw material, and they are again ready to transform and relocate to a new source, and so on and so forth. Well, I can tell you it's the most sophisticated form of being I've ever heard of, with all the skepticism that comes with it. Я не совсем понял, что есть фрукты. Что такое фрукты? Фрукты в кавычках. Опять купол. Так. А это? Грузовичок. Заперто. Фрукты в кавычках, да. Типа то, что там робот таскал. Но он таскал мушек. Возможно. Образцы таскал. Эмиттеры силового поля. Оплавленные скалы. А тут радуга прям как будто. Бензиновая. Нифига себе поле. There are powerful emitters in the center, similar to those on energobots. Emitters only? Do they look like they're buried in the ground? Yeah. Then you're looking at the top of the energobot. Well, look carefully. Energobots can bury themselves in such a way that only the emitters protrude from the surface. The force field melted adjacent rocks. They had to run the generator on full power. They were defending themselves after all.
From the swarm of flies, I presume. We don't know how large it was. They didn't capitulate. That's a good sign. Well, I don't know that. So far, I can only confirm that the field has not dissipated. Yet. Неживое эволюционировало в живое, а мне кажется, нет. Оно не, и было ни живым, и не мертвым, и таким остается. Нет, тут стенка. Как нельзя прыгнуть в пропасть, так и тут. The second transporter is under a force field. It's hovering above the ground. So it is operational. Probably also in better shape than the other one. It certainly looks better. The cargo may be intact then. Как попасть внутрь силового поля? Причем сделали намек, что брешь в щите, что это типа верхняя часть. То есть не подкопаешься. Брешь в щите. I know how to get inside. Under this field. Will you dig a tunnel? I won't have to. There's already an entrance. I just need to get to it. А это тут. А это было раньше? Ха. Ясно-фигасно. Борщевик. Металлический борщевик. Astrogator, I found their probe. Looks like it hid from the flies. Or just ended up here by pure luck. Luck indeed. Its registry could be valuable, especially if it managed to photograph everything from a greater distance. Я очень на это надеюсь. Иди сюда. Иди сюда. Come here, little probie. Проби. Только туда не упади. Эй. Scared of you too? I'd rather say that my lack of authorization is more of a problem than me being scary. I won't be able to bring the probe down unless I find a working controller. I got inside the field. Do you copy, sir? Of course. The force field doesn't block radio waves. I suggest the following. If this transporter is actually running, it doesn't make any sense to take out the containers and carry them with you. You're going to take the whole transporter. You'll have the flies in large numbers, and a powerful means of transport that can fly over terrain inaccessible to the rover. But before you leave, you need to take down the force field. So first, the Energobot, turning off the force field, then transporter, departure. All clear? Я сама разберусь. All good and clear as the sky is blue. Just waiting for things to go sideways. 127 часов напомнил. Кто не смотрел, посмотрите фильм. Хороший, но, так сказать, это вам не развлекало какое-то. Фильм основан на реальных событиях. Да, как пошел человек в дебри, никому не сказал куда, не взял телефон и попал в переделку.
Я что-то записал. Наверное, это песочек. Вот опять. Элинак. И это не все. Нет. А, это клоп этот летающий. Just as I thought. The equipment's still active, but everyone here's dead. Ну как классно, а? Not magic, science. Problem. Disabled. Да, можно зайти. А зачем сюда? Зачем? Слушай, как классно. И зачем? Сейчас раз кто-то закроет и включит. Не-не, погоди, я же не хотел. Стойте, а какой смысл? Да все краснеет. Почему краснеет? Не знаю, непонятно. Занести трупы и сжечь. Да, что с ними делать? Изжеванная перчатка. It's more than that. I'm starting to understand the suffering they felt in their final moments. They were left to fend for themselves, yet unable to do so. This one man, he even ate parts of his suit, trying to survive. Ладно, вот этот погиб от чего? От голода? А те, что снаружи, от чего погибли? От мушек? Onto the hovering transporter. Before you leave, though, please check that the cargo is intact. Стойте, а как быть с этим, с летающим-то? Можно спуститься?
Его же надо как-то посадить. Но уже нет. Ну, использовать. Ну. All good. I hope. Will this really help our people, Astrogator? It will, I'm sure. So, what? Off we go? Нет. Ясно. What are you wondering about? Что значит оставлю мушек здесь? Что это означает? Зачем оставлять? Оставлю мушек здесь. Я не хочу. А что она с ними сделает? Выбросит их? Погодите, а в чем разница? Она полетит в любом случае, да? И? Но мушки-то... Оставлю мушек здесь. Здесь где? В этой комнате? Либо здесь и выбросит их снаружи? Ну, ё-моё. Что убирать? Я не понимаю. Оставлю мушек здесь. What if we're making a mistake? Maybe I shouldn't take the flies off Regis. Maybe it's better to leave them alone. Here, where they belong. What are you? I just worry that we might spread this threat. And the tragedy of one planet becomes a tragedy of entire galaxies. Not to mention all humanity. Forgive me, Doctor, but that sounds a bit overdramatic. We can handle some mechanical flies. Humanity survived worse. А вам откуда знать? And you sound like a fool, sir. How can you be so sure? We were clueless just a moment ago. We've only just begun to understand what's going on. But you already know how to handle it. Yasna, I promise you, we'll analyze everything thoroughly. Now we need to focus on getting you out of there. Can we at least agree on that? Yes. First, though, I'd like to check the cargo. Very well. Just hurry up. Мне кажется, у Ясны в башке эти мушки уже давно там сидят. Еще с самого начала. Блин, я, видимо, продолбал момент с этим... Да. Он вообще есть? Ну, в общем, летает там где-то этот проб. Джерико, привет. Странный акцент, ну, а мне нравится, если честно, ее голос. Ну, как она говорит. Хоп-хоп. Щелк. Пусто. А может и не пусто. О. I must admit, they look amazing. Yasna, what have you done? I'm watching them, nothing more. Don't worry, sir. What? Some goddamn black hole has opened in the
Ну а куда смотреть-то? О май год. Hello, Dragonfly. I fell. Everything's all right. I'm fine. Oh, shit! They're alive. These pressures. Something's flying out of them. It's those creatures. They're the ones doing it. Who needs to know what might kill us? We're getting killed anyway. My people. Antimatter cannons. Toss. What went out? I don't know if I should interrupt your speech, sir. It is quite interesting to listen to. Yes, sir. This is too much. I'll ask you how many times already. It's not like I'm looking for problems where there aren't any. The task is extremely difficult. Yes, it is. At least we learned the truth about this planet and the inorganic beings that inhabit it. What good does that do us, though? We know the cause of the stupor. Maybe we can find a way to cure our people. If anyone from the Alliance survived, and they already started their research into a cure. I wouldn't count on it. It's more likely they're all dead. Not necessarily. It's a large base, and I only found a few bodies. The rest of them must be somewhere. Or you'll find more corpses, Ясну. Да, вероятнее всего именно так. Вставай. Нет аэростата. Hey! Something changed. The balloon over the base disappeared. You mean it flew away, or did it fall to the ground? Oh, I hope it's the latter. If it caught the west wind, it would have fallen in this area. Найдите разведывательный аэростат. Концепция черной дыры Дэвида Туи. Пока непонятно. Кто это? Что это? Аэростат. We're lucky. It's hanging from a cliff, close to the ground. Can you get to it?
Unhook it. А зачем? Maybe that won't be necessary. Как она выжила-то? Что в первый раз, когда вот эти воспоминания, что сейчас? Oh, shit. Somebody's here. If all you're seeing is dots on the tracker, No. I can see them with my own eyes. 2 of them, even. 2 people alive. Huh? Where did they go? Have you lost them? Well, I can't see them now. They were here just a second ago. Are you sure? What did they look like? One was wearing an Alliance suit, a green one. The other one, I don't know. He looked different. I see. And now they are nowhere to be found. Damn right. Да, пропали. Я уже ни в чем не уверена. Илья, привет. Да, это новая игра Just a этого moment года. ago, my consciousness was over the ocean. I saw a big black cloud that appeared out of nowhere, which I then forgot. And now these ghosts. Yeah, that's what I'm talking about. The sight of them was so vivid. Just for a moment. I've been looking for someone for so long. I suggest focusing on what's certain. That balloon is still there, is it not? If it had operational cameras, we might get some answers. You don't have to convince me, Astrogator. I'm going. The rover is nearby if needed. Good to know. Thank you. Достаньте записи из разбившегося аэростата. Как себя чувствуете? Нормально, как вы? Quite all right. I had you worrying again, didn't I? Well, please don't mind me. I won't turn grey a second time in my life. Такс, я уже видела это облако. Какое? Я знаю причину потери памяти. You know what, sir? That whole incident at the start of my journey. Yes, I remember. I got badly hurt back then, and I damaged the radio. And you lost your memory. The thing is, it wasn't the real cause. There were bushes there too. Remember, sir? Just after the fall, the same black cloud of flies gathered above me. They subjected my brain to an electromagnetic field. Ясно, that's what you suspect. I know it. The memory of that event came back to me. So it was the flies all along. In the case of our crew as well. Yes. And that antimat in the tunnels and the whole convoy. It happened to all of them. Вот что с ним произошло. Что, на них туча напала? Только почему они погибли, а ясно и нет. Как и ученые нет. Если Новик про это все помнит, почему он ей не говорит об этом? Ну, они же на связи были постоянно. Так. Что это, автопилот? А тут никого нет. Ну и что это? Либо это астрогатор в режиме автопилота ей сюда подогнал.
Тут же ядро. Тум-тум. Ой. Так, погодите, мы вообще где находимся? Блин, как всегда, ничего не видно. Ой. Текс. Digging site A. Это туда? Это сюда. А это туда. Хм. Баллон. Нет, нет. А, стойте, это же место, ёлы-палы. Мы тут были. Вот этот робот. А это буря. I'm getting close to this fallen balloon. What's so funny? Oh, nothing, sir. It's just, in my mind it sounded like the title of some Renaissance painting. The fallen balloon of Regis. Yes, exactly. I found the recorder. The fallen recorder of Regis. Please stop. Что не устройство, а внутри одни и те же железяки. Лок, анлок. Ну давай. Что-то странно. Раньше зажимаешь мышку, нажимаешь кнопку на клавиатуре, а теперь что-то 2 раза мышкой. From the top. Let's see. Ой, блин, да что ж такое? Она сама с собой говорит, она говорит с астрогатором. The 25th day of the mission. Morning. The balloon goes up. Угу. You can see the immediate surroundings of the base. Баллон. Я вообще вспомнил, ее голос мне, ну если, наверное, вряд ли это одна и та же актриса озвучки, но точно так же, по крайней мере, очень схоже говорит главная героиня в Far Cry 6, если ты выбираешь женского персонажа, вот очень похоже. Но там что-то такое латиноамериканское, поэтому вот так вот. They're operating at full capacity. The base is active. Capacity. Транспорт на склоне.
I didn't see that from below. They parked several vehicles on top of a nearby hill. The balloon is moving away from the base. Which direction? Approximately south. It found some water reservoirs. Many of them. Rocks, water, sand. Anything noteworthy? No, not really. No people, units, nor significant changes in the surroundings. The balloon's completing its loop. It seems quieter at the base. But there's still a few people. Новый транспорт. Группа людей. They're grouping up. A dozen people gathered in the square, next to the vehicles. 2 vehicles that weren't there before. Отбывающий транспорт. They've left. There are no vehicles. There's no one. They must have set off towards their old base. Or to the ship. Чего не бросили своих людей с конвоя? But why didn't they wait for the convoy to return? Maybe they didn't know the others were in trouble. Doubtful. It was after the Cloud's attack. Well then, apparently that's how the Alliance treats its people. Lousily, without dignity. The subsequent shots are similar to each other. They show an empty base. There are actually quite a few of these. Движущийся вездеход. Ну, это, видимо, ясно, уже поехала. Captured the moment I entered the base. And it's empty again. At 2 o'clock in the afternoon. I was on my way to the convoy by then. So we won't find out anything else. Человек? Wait, you're wrong. Someone was in the base. A man. So he's real after all. Yes, I'm not crazy. I saw him. I never suggested you were. But nevertheless, I apologize. Shouldn't have doubted your words, Yassna. But where is this man now? And can we expect any more? I think he's near the base. Judging by the last slide, the Alliance must have a hideout there. And we need to go back, I guess. Попадите в укрытие Альянса. А кто это может быть? Кто остался из этих гавриков сейчас? Хотя, наверное, уже поздно. Они там все должны были быть найдены. Текс, куда надо? Бейс? А, блин, опять начинается. Да ё-моё. Хайдаут. А это что красное? Почему он не переходит на маленькую карту каньон? Блин, задолбал. Где тачка?
Тачка усвистала. Ну что это такое, а? You know, Doctor, decades of space travel have instilled a certain conviction in me. I think people can be more dangerous and deceitful than anything else we may encounter on our journey. I know that. Sometimes I think the presence of humans is the worst thing that happened in space. Or Все to зависло. space even. О, отвисло. So why do you insist on seeking them out? Because I also believe in human goodness. The selfless desire to help others. Опа, опа. The probe again. Is it right near the base, within range of the control center? Affirmative. And? Do you expect me to rummage through the enemy's equipment? Again? Well, in my opinion, the more we learn while delaying our encounter with the Alliance, the better. So, what would it be, Doctor? Я проверю записи. Agreed. I'm curious to see what it's recorded. Especially since it witnessed what happened to the convoy. Я думаю, всех сожрали. Вот так вот. Можно и без карты. Ой. Укрытие. I could have spent countless days in this base and still not discovered their hideout. And it's right above my head. All I needed to do was look up. So this means there's a view of the entire base from up there. I'll confirm when I get there. But yeah, I think so. Они могли за мной I наблюдать. know what's on your mind, sir. I could have been under surveillance ever since I arrived here. Don't turn off your tracker. Maybe it'll give you a slight advantage before meeting them. Мне нравится, когда в играх делают вот такой там песочек, сыпется всякая пыль от ветра и прочее. Вот, погодите, вот насчет этого. Я не понимаю, блин, курсор есть? Нет? Короче, вот эта вот горизонтальная линия, где заканчивается вот эти вот железистая глина, вот эти вот ferrous clays. Вот этот период, я понимаю, вот вертикальная штриховка органической жизни. Вот она поднимается, поднимается после того, как сверхновая бомбанула. Затем образование, вот эта диагональная штриховка Mac Life. Она что, возникла жук внезапно на этапе пунктирной штриховки горизонтальной? То есть ничего и вдруг бубух. И из нее органическая начала чук-чук-чук-чук-чук уменьшаться. Просто где начало-то? Ну, видимо, это так. То есть это не какая-то линия, это просто взрывообразный рост этой Mac Life. Это не пласты породы. Это другое. Сейчас я подойду и к тому месту. Вот это Y, это годы. Вот, time интервал. А Destiny... Ой, Density. Блин. Я неправильно прочитал. Но я полагаю, это биологическое разнообразие.
Вулканические базальты. Нет, это не в том плане. Это эти... фон, где точечки. Базальт. Это... А может, я не прав? Мы говорим об одном и том же, только я по-другому это представлял. Ну, хорошо. Я думал, как бы... это уже данные из этих геологических срезов, перенесенные в виде такого графика. Ну, то есть, по-другому представленные. Все, да, действительно. Да, слушайте, так даже проще получается. Но хорошо. Мы ищем смысл в псевдонаучной истории. Конечно. Конечно. А как иначе-то? Я ради этого в подобное играю. Тогда вот этот момент. Мало того, что тут я мало что вижу, я не могу просто разобрать. Ну, в большей степени здесь более-менее они, когда впервые разговаривали, Ясно и Новик, они проговаривали это. Но мне что непонятно? Значит, вот эти, значит, металлические отложения. Metal deposits. Это типа под слоем камней прям металл вместо, я не знаю чего, камней, почвы, еще чего-то. Либо это какая-то рукотворная структура. Либо это вопрос о том, что металлическое замещало органическую жизнь. Да, Ясно говорил, что это типа не везде. В этой части континента при этом оно более молодое, как она тогда выразилась. Но тем не менее, вот опять-таки, камень, прозрачная, потом заштрихованная металл, камень, металл. Так что ли получается? Вот. Ну и как бы написано, да? Под камнем металл. Я к тому, что они там еще в этот момент, уже под конец вот этого всего, они там говорили, что вот, там жизнь здесь могла пойти по иному пути, только мы не понимаем, органическая, металлическая. У нас-то на планете углерод главенствует. Мы углеродная форма жизни, привет, если кто не знает. Ну, это там к вопросу о еще рыбы с их этим странным новым органом, который электромагнитное излучение пеленгует. Почему тогда рыбы от этого, от робота уплывали? Ну ладно, это так просто. Это те самые мысли, о которых я вначале говорил. Я их частично озвучил, ну, не знаю. То есть, опять-таки, еще раз, у меня вопрос такой. Вот эти вот металлические образования, это что? Рукотворное или не рукотворное? Либо эволюция такая, что, ну, эволюция, либо какие-то еще факторы сделали так, что на этой планете, блин, откуда-то начали образовываться гигантские запасы железа тут в таком виде, заменяя собой камень, песок, блин, и все остальное. Иван, привет. Геологи, ну так, геологи-фантасты. Это было в Футураме.
Джен, привет. Данил, привет. Всем привет. Этим такие игры и берут. И не только игры. Блин, очень стыдно. Мне знакомый дал один рассказ почитать. Ну, тоже такого старого фантаста, вроде Станислава Лема. Я потом несколько дней думал над этим всем. Даже карту рисовал со стрелочками, как там герой шел, чтобы вообще понять, что происходит. Потом ему показал, он говорит, я не думал, что ты это так будешь погружаться глубоко. Я даже не думал над всем этим. Прочитал и все. Закончил. Давайте зонт этот посадим и перерыв сделаем. Мне надо что-нибудь тепленького. Только это, не спойлерить. Ясно говорит сама собой. Ну, может быть, в том числе. Я думаю, это вариант. Нет, нет. Тот зонт вроде был на тройке. Или на двойке. Угу. А, нет, погодите, это... Нет, это присевший. Так. Right. Let's meet this probe. I'll bring it to the ground. Probe. А куда его? Не сюда? Нет. Бум. Got it down. Ну, вставай. Вот. Прыжок в ничто. Ну-ка, дайте я щелкну. Ай. Так, взял на заметку. То, что он при этом с Циолковским консультировался, это дорогого стоит. Очень. I'm looking at the slides. Такс. Роботы Альянс. Кустики. Слушайте, какие жуткие, да? Таракашки. Ага, это там в каньоне. Wow. The cloud in all its glory. Both fascinating and terrifying at the same time. People don't stand a chance. The cloud caught up to them and killed... No, not that. It didn't kill anyone, but neutralized them all. Which is even worse than death. Они перевели вместо нейтрализовало и мобилизовало. Зачем так? В общем, понятно, эти антиматы пуляли как будто бы в ничто, но это было облако. Бж-бж. That probe managed to evacuate. Waited still until I approached it.
really know what happened after. А что было дальше-то? Почему вот сейчас, уже вот после этого момента, вот после этого, почему облако набросилось? Ну, просто как на человека. И что было потом? Ну, они ведь мозгу ей опять не стерли? Я не знаю. Балун. Вот опять она. Ну и как бы все. Да, убрать. Тут ничего, ничего. С кем по поводу аниме консультируются, я даже боюсь представить. С тентакливым монстром, возможно. А кого фотографировать, это уже определяют разработчики, я так полагаю. Хорошо, давайте сейчас перерыв сделаем и потом сходим в укрытие.
Я тут. Продолжаем. Что-то долго я копаюсь. Чувствую, за этот стрим не успею дойти до конца. Ага. I'll have to climb without safety equipment. This is nowhere to be seen. No alternative route? Ясно. I'm all right. I'm almost there. Perhaps it's the last moment to go back. And do what? As far as I remember, we ran out of options here. It's just, if I were you. With all due respect, Astrogator, it is me being stuck on this surface. So if you let me, I'll take my chances. And I will find the man. Что-то мне кажется, она сейчас как раз этого астрогатора и увидит. That view. It made the climb worth it already. So you're on top. Yes. Activity within radius? I heard no beeps. I see no dots. Shit. Опачки. I found him. Very well. Now keep your distance and be careful. It's too late. What? I can't hear you. It's too late to keep... Yasna, what is it? Why is it too late? Yasna, speak to me. He's looking for others. He's... You? What have you done? Shit! He found you too. Why? And he's blaming us. What did it gain you? That's not good. Я не знаю, о чем вы. Listen, I don't know what you're blaming me for. Get up. Вы меня не слушаете. So much for talking. Yasna, don't provoke him. If you would just listen to me for one moment. I said get up. Еще часа полтора осталось. Ну, хорошо. Я не желаю вам зла. You don't need to be afraid. I come in peace. Oh, save it. I guarantee you'll have time to talk later. What? Just keep your mouth shut. For your own good. Okay, stay calm. He's going to lead you to his superiors, which is good in theory. Помните в самом начале, когда Ясна настраивала радио, то там был голос незнакомца, но вроде бы это был женский голос. Wait. Don't move. You didn't even spare the Arctan. Got some nerve to unleash such murderous shit. Hey, don't turn around. Вы хотите меня застрелить? You're a scientist, just like me. Yasna, what are you You doing? don't shoot at people. Shoot. He has a gun. Fuck. I'm a technician, smartass. Firearms are chemical weapons. What's the difference? Same outcome. Look, I know that people have died.
your comrades, but you have to understand. Huh. I see you're no longer pretending. Listen, you'll stand before the astrogator or the entire council. That's right, obviously. It's really not necessary. But if you try anything, I'll do it. I'll shoot you. Yasnu, I don't know what you're trying to do, but he sounds serious. There has to be a way. Calm down. Take it easy, please. I'll handle him. Huh? What are you babbling on about? You have a death wish? Only short answers from now on. I'll ask the questions and you'll answer with a short yes or no if you think it's safe to do so. Or some code. Maybe grunts. Do you understand? Do as you see fit. I'll help as best I can. Is there anyone else? Нет. Apart from him? Okay, leave it, Yasnu. Let's focus on something else. Start, damn it. Do you want to tell me something about this man? Something about his appearance, maybe? Да, действительно, он без шлема. Я не успел. Something else, then. It works. Let's go. Break time's over. I can hear something's happening. Do you think you could ask? Куда мы направляемся? Where are you taking me? You came here yourself. So what are you expecting, huh? Don't risk it. Let it go. Понятия не имею. You set up a field base down there. So I didn't expect you to have a second one here. Yes, really? Oh, really? I'm listening. I have no idea what this place is, nor why or where you're leading me. Doctor, bite your tongue for once. Вашего астрогатора здесь нет. Somehow I don't expect... Yes, no, I'm listening. The signal is getting weaker. Wherever he's leading you, we won't be able to communicate. Спасите. А да, это что, да? Да. Get in. Go, yes. Я не хочу. I don't want to. Go. Сейчас пинок ей даст. О, Everything in my... не, сейчас Ясна в шлеме. А второй баллон она нашла в машинке Альянса. А вот почему он без шлема, ну, не знаю, может, сейчас нам расскажут. Sit here. And don't you dare move. I have something for you. That's even more than we need. It's for your safety. Это тоже Glad to see you разума guys лишился. too. What about our friend? Still cranky? I've always thought the speleologists weren't exactly the funny types. Although Spliskus the speleologist sounds pretty damn hilarious. Come on, you must be hungry. One for you. And one for Spliskus. I'll pass for now. Wouldn't be able to swallow anything anyway. Слушайте, Spliskus, my friend. они It's долго just me. тут. Take it easy. You're safe. But you have to eat something. Все Have обросшие. strength. Oh, gee. Don't do that.
It's tasty. Eat. Come on, eat. Did you like it? Very nice. A few more. Unfortunately, I don't have any good news. I've searched the caves. I know Dr. Magdov went down there. If only you could tell me which cave she worked in. Maybe it would be easier then. If only you could. Zebulon has also gone missing without a trace. I don't even know where to look. And the whole convoy crew. I'll go there tomorrow. Maybe by then, with reinforcements. And it went smoothly. And he objected so much. Никакого харассмента. Блин, это жутковато. Бедняга. Не трогай меня. Poor you. What's gonna happen to you? Lendor, comrade. Don't be fooled. She's not our friend. Вы меня не знаете. Responsible for all this. You don't know who I am, and you don't listen. She's lying too. Sorry, I need to restrap you. I'll be broadcasting. And you, mind your own business. Слушайте, они же тут гораздо раньше были, чем вот эта команда наших персонажей главных. Hello, Bridge. Rohitra speaking. Rohitra. Can you hear me? Over. You're still not getting through. This is an urgent announcement. It's the 26th day of the mission, 1300 hours, 42 minutes. I am reporting the presence of Commonwealth units on the surface of the planet. I have arrested one person. It's a woman, unarmed. I haven't noticed any other people or other units nearby, but this person was in active radio contact. I'm requesting backup. Over and out. Hey, Milos. Hope you're still in range. Listen, the Commonwealthers are here. I have one of them, a woman. She was talking to someone on the radio, but I didn't see anyone around. Хочу дослушать. Ну, надеюсь, я не продолбал момент. Или продолбал уже. I see what you're doing. I just wanted to sit more comfortably. Yeah, sure. Better get comfortable with discomfort. We'll sit around for a while. Меня зовут Ясна. My name's Yasna. Not that I'm asking. You're Rohitra, right? I work as an astrobiologist. Brother is a spy. Don't eavesdrop on me, Yasna. Don't talk to me. I just wanted to ask. Don't ask. So what now? Talk to the wall? I'm not prohibiting you from doing that. Yet. Убедите Рохитру поговорить. Растительность на лице. You've been camping here long? Кислородный баллон. Do you have air filters here? Did you know there's methane in the atmosphere? I know. These tanks are a temporary solution. Защита. Are Только ничего не you видно. shielding yourself from the flies? From what? Flies? You named them that yourself. I mean, the Alliance did. Seems to me that the commanding staff will have a lot to talk to you about. Fortunately, I don't have to. Крейсер Альянса Контур. Банка. I suppose you often go out for supplies. You won't stop talking, will you?
Well, there's nothing else to do on this wretched planet. True that. We've been waiting for backup for more than a day. They should be here soon. So I advise you not to have any stupid ideas. Не может быть. A day? Not a month? Or even 2? Why would I lie to you? You were the one who wanted to talk, not me. But that can't be true. You are rather... unkempt. Men wear beards, you know. Wait. Condor? Condor what? You? Are you from Condor's crew? Yeah, so? It doesn't make any sense. Here we can agree. You're talking complete nonsense. What do you mean? How come that's such a revelation? Сюда должен был прибыть Непобедимый. This is your flagship. If we'd known there was a ship of this class here, we would never have landed on Regis III. That was not our mission. There you go. Will you finally admit what you were up to here? Мы изучали планету, вот и все. Ну, как бы, да ведь? I'm from the Dragonfly, a small research unit. We're looking for planets with rich flora and fauna. That's the only reason we landed here. No way. This planet is a complete corpse. According to estimations, it should be teeming with life. With its atmospheric composition and insulation, it should be a veritable paradise. We couldn't have predicted that. Fine, fine. If you don't want to tell me the whole truth, then don't. But do not lie. Окурки. Do you smoke? I would if I hadn't run out. У нее-то откуда? Here. Oh, Lems. That's a good brand. Koval always smoked them. Это отсылка к самому, да, писателю? Пш. Okay. So tell me why you came here. Нужно было выяснить, чем вы тут занимаетесь. А вот я не знаю, ну, допустим, еще раз вот это. I'm sorry, but I wasn't lying. We're just scientists who've had awful luck. Huh. Our intelligence, your intelligence. Our orders, your orders. It's all gone to hell, Ritra. Now we need to focus on the people. I know what's wrong with them. Should I expect them here? Your people? I'm the only one left on the surface. The astrogator stays in the orbiting dragonfly, and there's no contact with the rest. If you lie, you only harm them. Several dozen of our men set off with me lost to Condor. If they find more Commonwealth spies, they may be less sympathetic than I am. Почему вы остались здесь? Гоша, привет. Я что-то не помню момента про сигареты. На берегу океана... Я помню момент. Это там, где в небе то ли облако какое-то такое жук вытянутое. Слушайте, может, я забыл? If they returned to the ship, why did you stay? I'm looking for others who may have survived. Oh, how many of you were affected? A fair few, right? Almost all of them. I don't want to talk about it. А вот он до этого говорил еще, когда по радио с кем-то связывался, что When was the я... last time you had something to drink? The last time? I don't even remember. Thought so. It's water. Local, but treated. Go ahead. You must be thirsty after everything you've been through. Ох, а я что-то не хочу это пить. Хе-хе. Он говорил про то, что пойдет туда к конвою. Но мы же там были, да? Никого там не осталось. Я не хочу пить. А вы как думаете? Пить? Не пить? Мне кажется, с вероятностью больше 51%
с ней ничего не будет, но мне что-то не хочется все равно. Настойка на мушках, настойка на бороде. Пей. Пей, говорите? Пей. Ну ладно. До дна. Thank you. Oh, I needed that. Me too. Сколько дней-то она уже ходит? Very funny. Do you really know what's wrong with them? I know what caused it and how. This planet is inhabited by microbots that your scientists have called flies. Millions of microbots. A real cloud. What? A cloud of flies, which can literally erase the human mind, wash away all memories. That sounds... Can you prove it somehow? I could, if you released me. Nice try, but we'll do as follows. Arc 10 will watch over you, and I'll keep an eye out for Milos. As soon as he returns with help, you will show us this cloud. Arc 10, come to me. Supervisory procedure. One person, a woman. No Alliance ID. Targeted. I confirm. Should I start the surveillance? Yes, guard our guest. Great. Можно что-то повлиять? Не знаю. Но тут периодически ведь происходит к моменту выбора. И вот думай, гадай. Отказ к плохому финалу. Ох. Спящая Рахитра. А негде спать, да? You fell asleep. Finally. Only the robots left. You don't know the concept of weariness, do you? А если в туалет? Ну, я думаю, она сейчас в дырку прыгнет. Куда бросать? В человечка? Spluskas. Psst. Priority 0. Man in danger. О, Bingo. Attention. Man in danger. пистолет, пистолет. It's broken. Чё? What a perfidious prick. Да ладно. Some kind of sedative for calming his comrades? Or has he trouble falling asleep? It's high time to get out of here. Чё, бежать отсюда? Можно что-нибудь свистнуть еще? Блин, она так топает. Пи-пи-пи. Представляете, он проснется и такой: фак. Слушайте, а тут вообще не закрыто. I escaped. Doctor, what a relief. Where exactly are you? I'm near their hideout. Though I intend to change that as soon as possible. There. Have you met Spluskas and Lendl? Yet. How do you know their names? I've intercepted the Alliance's communications. Keep going. We'll discuss everything on the way. I guess there's no point in going back to their base. I would actually advise against it, since Rahitra searches the premises. The path along the cliff looks much safer. I think I can get down here. Good. Proceed.
Метеоритный дождь. Видите, да? Не знаю. I have to ask. What happened in the last few hours? That man. He didn't hurt you, did he? Нет. Не знаю, все ли я правильно делал, не очень хотелось бы плохого финала. Я сидел на месте, я разговаривал с Лохудрой. I talked to Rehitra for quite some time. Then he had an Octan guard me, but its algorithms proved easy to trick. What do you make of this man? What kind of person is he? Недоверчивый тип, заблудшая душа, типичный альянсовец. Мне кажется, он этот, потерянный, не понимающий, что происходит. He wasn't very pleasant. Вообще-то я другой выбрал. That's understandable, given the circumstances. He's lost, angry, scared. It's a shame I failed to win him over. And we need a new plan. Yeah. Seems so. Although I could use some rest. It was a rough day. A night. Rough couple of days, actually. Sorry, Doctor, but you'll have to get away from there first. Бластер не мог починить, может, каких-нибудь этих расходников не было. Слушайте, а чё, получается, можно было с ним подружиться? У меня не получилось. Ох, пещерка. I think I know where to go. There's a hole from an antimatter beam on the other side of the canyon. Very well. Perhaps you can find out where the Invincible landed. Oh, I didn't tell you the most important thing. Condor's here. On this planet. Condor? Yes. Looks like HQ got it all mixed up. Both the arrival time and the ship itself. What? That's unbelievable. How could the intelligence be so wrong? As soon as we return, I'll break their... Never mind. А вот тут как быть? Опять, я не знаю. Нужно поискать людей. Каких? Кто еще мог остаться? Я бы выбрал первое, а вы как думаете? Только скорее. Время кончается. Когда ты идешь, еще быстрее убывает. Ну, сдается мне, что не выбери, все равно будет одно и то же. Ну. Чик-чик-чик-чик. Любой вариант. Пускай Кондор. We don't have a better plan. I want to go there. To Condor? Yes, their scientists had the equipment and time that we don't have. They could have discovered something important, unless they flew away. All right. We'll do as you say, Doctor. I trust your judgment. Я должен принимать решения, но советоваться с вами никто мне не запрещает. We may cut out for a moment. Understood. I'm in the tunnel. Can you hear me? You're cutting out a bit, but it's not that bad. Как будто кость какая-то полая. Текс. Фонарик. А это? Что это? Машинка, опять.
Мне все это напоминает пещеры в первом Dark Souls по дороге к Ниту. Нет, не пускают. Эх. Уже нет. Ой, я вижу там еще этот дрон. I'm just glad you're fine. And that I'll rob that Alliance prick, huh? Maybe. A little. Let's go. We need to get to the end of this. Но он узнает, кто украл. Хотя он и так догадался бы. I'm wondering, what is Condor doing here? I have no idea. Richard didn't tell me anything about it. Взаимодействовать мы тут ни с чем не будем, поэтому порисовывать не надо. О, слушайте, порисовалось. Вот так так. Сейчас раз и шайхолут появится. А вот тут, конечно, нафигачили, да, своими тоннелями. Раз опять все в мыле. А куда? Сюда? Так, что это такое? Field Base 2. Нет. I've driven to the place where they were stationed before they set up the base. Do you want to stop? Ну, давайте. Okay. Maybe I'll find something worthwhile. There's several Arctons here. Are they still working? Yes. I wonder for how long. Мертвец. Sometimes I think we don't stand a chance. What are you talking about? About us, Astrogator. Humans. Biological organisms. All this so-called life is so fragile compared to the lifelessness of machines. So you found more bodies. One. Is it Minos? No.
there are still people who are alive and need you. Let's not forget about them. As you said yourself, Doctor. Please keep going. Опа. Че, опять сажать его? Ну да, я тоже вздыхаю. Там еще что-то. Ну-ка. Hey, Mila, come in. I'm using an open channel to broadcast. Over. How's it going? Are you receiving this, Astrogator? Affirmative. Milos, what do you think? What's gonna happen now? I have no idea. I've never seen anything like this before. Perhaps the higher-ups can do something. Hey! Hey, Morrow! Sit down! I wish we had secured them better. But back to the matter. Have you found anyone else? One working Arc-10 so far. Several probes also seem to... People, Rahitra. Only people matter. I know. The Arc-10 will help me look for them. I'm going away for a while. I stopped at the old excavations. I'll look for pet stuff. All right. I'll check the base again. Over and out. Rahitra, come in. I'm moving on. About pet stuff. There's nothing we can do for him anymore. Over and out. Hey, Milos. I hope you're still within reach. Listen, the Commonwealthers are here. I have one of them, a woman. I doubt she was alone, but I didn't see anyone else. I've already broadcast to the base. Come back soon. I'm closing the channel. Talk to you later. Okay, I think that's enough sightseeing for me. If Milos kept going, so should I. Agreed. А это? А это ничего. О, кстати. Все, уходим. Это песок, либо опять следы мушек. Не знаю. У спутников есть спутники. Я не думаю, что те 3 небесных тела, что мы видели, это планеты. Ну, по крайней мере, не маленькая красненькая. Получается, вот это вот здоровенная и с поясом еще астероидов. Так, а нам как? Прям через лагерь получается? А, либо здесь. Пасхалка, однако.
Следуйте за транспортом Альянса. Это куда? Это сюда. Ну вы тут настреляли, конечно, да. Мое почтение. There's a problem. Опять. I'm listening. The route they took is blocked by a force field. There must be an energobot somewhere, but I don't know if I can get to it. Maybe you can go around the field. I'll check. Although Узкий проход, булыжники. it's pretty narrow here. The route is blocked all the way across. Boulders are blocking the way, so even if I turn the force field off, we still can't proceed. Even if I find a way, I'll have to continue without the rover. Wouldn't make much sense. Please keep looking. Чё, каменюку надо столкнуть? Ну, если этот щит выжигает, блин, огромные эти коряжи горные, я не думаю, что это его перегрузит. A transporter. They're here. It's standing still, in front of the force field. Is that Milos convoy? I'll confirm soon, but yes, most likely. More than one. Two. And they're all in the transporter? Ready yourself for the worst, Doctor. I am ready. Да там непонятно сколько их. Пустите погреться. I'm going in. Well, actually, I'm squeezing in. Still, no one here. They must be in the back. Трупаки, наверное. Are you trying to turn the power up? Yeah, I probably Нет, should. я пока еще не знаю, что я делаю. Мне так нравится два кресла пилота, кабины. Да и тут еще панель. И при этом рули. Не какие-то там джойстики. Заперто. Moment of truth. Ah, it's on. Did the door open? Взяла бы новый баллончик. Закрытие двери. Погодите, а... Тук-тук-тук. Нет? Сейчас кто-нибудь ее схватит там The сзади. inner door is still locked, and the outer door is just shut. I repeat, now all doors have... Wait! The back door opened. Oh. No. What? This vehicle. It's a coffin, sir. A mass grave. They were all crammed in here. In the heat and darkness, with no chance of understanding what's going on. Terrible. I'm sorry you have to see that. The number of registers, 428. Playing in broadcast mode. You found more of those? No, it started automatically. Hello, Condor. This is Regis III speaking. It's day 26, time 8:05. I'm continuing my search for the missing crew. I've checked the excavation area. I've yet to find others. Come here as soon as possible. We need backup. Over and out. Hello, Condor. This is Regis III speaking. It's day 26. Time 8:05. I'm still searching for the missing Are you hearing this, sir? I've checked the excavation area. Right.
He's repeating himself. The recordings, they're slightly different. Облако повредило его мозг. Он здесь уже не одну сотню дней. So he not only loses his memory like that, but that memory never returns to him. He's been here for far too long. Far too long not to receive help from the Condor. Nobody will come. I'm afraid there's not a soul here on this damned planet, except for the three in the cave. Да, слушайте, это, блин, жутко. I have a request. Let's skip listening to the rest of the times. Can you stop them? No way. I'm not coming back there. From the excavation site, I was looking for others. One matchup. That They I were no can longer do. there. All right. I'll talk to you in a search. Ah, much better. Agreed. Такс, и дальше как быть? Куда? Нет. Все-таки нет. Или все-таки да? Нет. Что, слишком сложно? Составьте план дальнейших действий. Ну, надо как-то туда попасть. Либо нет. Astrogator, someone's firing distress flares from near the hideout. Do you think it's Rehitra? Who else could it be? Но заметьте, что меня нет. Вы что-нибудь об этом знаете? It sounds like you know something, sir. Actually, I don't. Well, he put out a broadcast, but Why didn't then? say a word about you, as if nothing had happened. Astrogator, firstly, please keep me informed of such things. Second, it happens again. He started a new cycle. Please be more clear. He fell asleep and forgot what happened the whole day. And once again, he will wake up on the 26th day of the mission. I almost feel sorry for him. Don't joke about it. If I don't snap him out of this cycle, he'll keep repeating it until he dies. Or goes insane. Of course, I feel the tragedy of this man. You want to rescue him, even though he's still a threat. You don't have to say anything. Да уж, да уж. Назад. Ну, назад, полагаю, вот через этот путь. Да? Нет? Не знаю, а давайте проверим. I see the hill. I'll be there in a minute. Please slow down. Remember, he has a gun. He didn't shoot at you the first time, but if you go in now... He won't this time as well. In any case, let's not worry in advance. I haven't located him yet. What about all those machines on the hill? Is there anything there he could use to threaten you? In reaction to your late-night visit?
Let's see. Given you're bringing him such devastating news, he might overreact. Икс. Куда? Куда? Опять. Опять этот прием от разработчиков. Когда ты приехал, то ты дальше ехать не можешь. Погодите. Блин. У него целый арсенал. Стойте. Что это за место? Я думал, мы опять в той пещере окажемся. He could literally erase me from this planet if he wanted to. I know what's at stake. I can handle it. Right, Rahitra. Where are you hiding? Has he already left? Don't you see him? I don't. But he's here. Я не понимаю, если у него постоянно эта перезагрузка сознания происходит, то тогда он из пещеры не должен уходить. Ну, максимум там на базу. А это что? И почему он тут? Если он там собирается, вот, я пойду, проверю, где там остальные, так он, видимо, никогда и не ходил ни разу. Hey, who the hell are you? Here we go again. What are you doing here? Good luck, Doctor. Take it easy, Rahitra. What? How do you? I'll tell you everything. Just shut up for a moment and listen. I will not. Rahitra, for fuck's sake! Do it for Spluskas and Lendor. Not beating around the bush, Doctor. You think it's the 26th day of the mission. Just after the attack on your base that left many of you in critical condition. But the truth is much worse. Milos left a long time ago. What? How do you? You fell victim to that attack as well. The microbot cloud has wiped all traces of your comrades' memories. Your long-term memory is probably fine. That is, up until the moment you found them. You keep forgetting everything that comes after. I have reason to believe it happens during sleep. As a result, you relive the same day over and over, waiting for backup that will never arrive. The micro what? Cloud? That's bullshit. I don't know what you're trying to achieve, but... Focus, Rahitra. We've already met once. We spoke in your hideout. You've had me at gunpoint already. Где вы сегодня проснулись? Tell me, where did you wake up today? On the mattress where you usually sleep? Or on the floor next to the radio? What does that have to do with anything? You see, we talked for a long time yesterday. And we fell asleep while we were sitting. The water bottle you gave me is still by the crate. Did you put it there last night? Don't mess with my head. Milos will come. Milos is dead. They're all dead. They've been lying nearby for hundreds of days. You were supposed to go and check why contact was lost. You were supposed to leave tomorrow. But tomorrow never comes. Stop it! I know that it's hard for you to believe. I'm not against you. I came back to help you. No, I'm warning you. I'll use my gun. Rahitra, I know you won't shoot me.
Fuck! How long have I been here? Good. You're finally getting to him. 428 days. At least that's how many times you've broadcast your morning message to Milos. This cloud? A result of the evolution of inorganic beings. It attacks the most important parts of biological organisms. Our brains. It responds to radio waves. That's how it found our crew. Damn it. Every time I broadcast, there's a wave bombarding all devices. This electromagnetic field. The cloud produced it. Doctor, That's right. This is how it damages our brains. Our robots and all machinery. hate to interrupt, but we have a problem. The cloud is coming. Right now. Yes, it's closing in on you. Hurry, Yassnu. Copy that. What's going on? Who are you talking to? Надежный человек. To someone I trust. And he says it's gonna get very hot around here very soon. If you don't want to have another encounter with the cloud, I recommend running for the hills. You're saying it'll be here soon? Let's move. Can it get through the force field? Hey! What are you trying to do? I'm done waiting. There's no need to anymore. There's no one left to look for. All that's left is revenge. Astrogator, I think he wants to fight. What a fool. Can't you stop him somehow? You'll cause trouble for both of you. I don't think so. He's already opened the field. I see. You can't beat him, join him. You have a much better chance of survival if you stick together. Hey, you. What's your name, anyway? Yasnu. I'm... whatever. You know already. What's this? You familiar with the energy transformation of Dirac emitters? Thought so. Emitters energy system isn't Here, take it. You can help. By shooting. I'll take care of maintaining the force field. Ёлки-палки, шутер. When you aim, wait for the green light. Then you can take the shot. The device is connected to 3 combat machines. Okay. It sounds simple. Опа. Правый прицел, левый выстрел. Check. Hey, over. Let's stay in touch. Copy that. Get it closer. А где я? Я не вижу. I don't see it. Soon it'll be within range of the guns. It's coming from the east. Over the hill. Вот это? Affirmative. I see it. Ну, открыл? Damned flies. Later, Rahitra. 60%. What? Why not 100? Trust me, it's better this way. We don't want to go full power yet. Блин, где же зеленый-то? I got some. Need a help?
keeps shrinking. Do something about it, will you? Hitra, are you there? What's going on with you? Fuck. You've got to be kidding. Stay in touch, yeah? Good one. You could have warned me before you bugger off someplace. Where are you? Защищать. Что-то мне кажется, я хреново стрелял. Первая лампочка-то никак не загоралась. Наверное, подождать надо было. Where the hell have you been? I had to secure my people. We can't stay here anymore. It's too exposed. We have to run. But where? Isn't it obvious? Condor. What are you gonna do? We'll send the Cyclops out to fight. Cyclops? That's a code name for... We're gaining that machine with firepower, receiving all the information combined. You see an ignition of navigation, detonation, due to the interference of the force field, it floats several feet above the ground. So it doesn't depend on the surface. In addition to the Xerox force field, it has an anti-amount of spherical blast. You're right. This madness needs to stop. If there's anything that can defeat the cloud. It will. No. We used to say that to send the Cyclops somewhere, it's like giving the task to the devil himself. Look, I'm giving you a simple choice, Yassnu. Are you going or not? Go where there could be water, medicine, resources, or stay here to die. Wow, such a hard choice. Отправляйтесь к тарелке. Вот эта тарелка. Что, блин, такое тарелка? Она подсвечивается. Вот это? А. Ну давай, давай. I hope I won't regret it. Мужики, здорово. Too bad you didn't mention earlier that you had a working saucer. We could fly to Condor right away. Or even into orbit. Working is a big word. It's just a tin can with a couple of sputtering engines. Controlling it technically doesn't work. Somehow it does not surprise me. Let's fly. Just a minute. I'm waiting for the force field to shut down, which should be soon. Вот вам и квест. Не знаю, почему квестом это называется. По-моему, это прям adventure. Hold on, was it? Ну, как обычно, никого He's not нет. here. Rehitra, he took his men to the ship. They're inside now. You had Откуда вы rather a hard знаете? landing. How do you know all this?
Well, I heard him talking to them. To you. Didn't he notice I wasn't responding? Yes, he did. He said he'd be back. Короче, как-то это все подозрительно. Как бы не получилось, что в конце действительно она сама с собой разговаривает. If he expected me to wait here, he's sorely mistaken. Но тарелка знатная. А это место приземления, блин, ничего себе. Слушайте, ну, я говорю, сабнавтика. Yes. It looked majestic in the pictures. In real life, too. Нифига себе. To be expected that we'll lose communications as soon as you enter the cargo bay. Sure thing. So many tons of steel. Indeed. You'll have to establish a connection using one of the devices on the ship. I'm sure you'll find one in the command bridge. Так, а как? Не знаю, радио. I'll find that radio. No worries. Они что, через сопло заходят, да? Ну, не ваха. Ну, да, воистину, впечатляет. Ну-ка, это где? Где? Неизвестно где. Причем это не непобедимый. Ух, Cyclops. So that's their marvel of military technology. Rahitra wastes no time. Is it attacking already? For now, he's only released the Cyclops, as they call it. The hell is he thinking? It's floating majestically, 3 meters above the ground. Ah, what does it look like? Must admit that I haven't seen any pictures of the Cyclops. The Alliance tried to keep its existence a secret, so there are a lot of unsubstantiated legends about it. Только что сказала, что выглядит классно. Как она там? Magnificent. А тут непримечательно. Ну, мороз по коже, не знаю. It's big. Bigger than a transporter. Its launchers are hidden for now. But for some reason, it gives off such an unsettling impression. Does it make any sounds? No. It's big and quiet. Well, only need to get hold of its blueprints. Вот-вот. This is hardly Новик the инфу time, пытается Asukator. собрать. Yes, another time. I need to focus on finding Rahitra, suppress his warlike tendencies. I think I know where Rahitra is. Ну вот действительно, а его вообще не смущало, что у него там волосья гигантские отросли. 26-й день, что-то странное. Without spirit. Without glory. Glory? I'm thinking out loud. This cruiser of theirs seemed so powerful. Worthy of the mightiest space conquerors. Yet on this planet, all that awaited its crew was death. Not glory. Понятно. Пошли назад. Только смущают. Это место приземления, да? Все, блин, тут сожглось. Я все-таки туда хочу сходить. Надеюсь, в этом будет смысл.
А это что такое? There's one more thing, Yasnu. This is important. I'll be able to confirm it in a while, but so far everything indicates What is it, Astrogator? headquarters were right about the Invincible. It's actually flying here. If I'm reading the message correctly, they'll be here in a few days. They're looking for the missing condor. And they have no idea of the danger. На нашей миссии не было смысла. Everything makes sense now. They were coming to rescue their people from the very beginning. Not to gain some imaginary advantage over us. One doesn't exclude the other, but yes. Turns out it's mostly about the condor. Да уж, слушайте, вот он, утешающий приз. Вы дайте до сюда, послушайте вот это сообщение, и... Хотя наверняка оно все равно бы там где-то прокрутилось. В общем, поехать назад. Поехали. Ой, бедная Ясна, она уже, наверное, на ногах еле стоит. Тем более нам не показывали, чтобы она ела когда-то. И, кстати говоря, ходила в туалет. Так только бухнул там что-то неизвестное. Я все-таки не понял, как именно этот лохудрик попал на место битвы из своей пещеры. Почему он там? Как-то ускользает от меня это. Врум-врум. Все, приехали. Желайте мне удачи. А чё, там связи не будет? Экзит. Выход. Ух. Ramp 1. Какие просторы и никого нет. Да, кругом лишь смерть. Оп. Да, слушайте, ничего не работает. А это работает. Не понимаю, куда? Наверх? Блин, допустите. Куда же идти-то? Это вход. Я уже по кругу прошел. Rachel, where are you? If you're saying something, use the intercom. A small button to the right of the floor section. Yes, that one. Exactly. Couldn't you have woken me up? Oh, I can hear you now. Honestly, I preferred not to. You ready? Ясно? Чё значит не хотел? Ты, падла! What for exactly? Oh, I thought we settled this. We will destroy the cloud. Его невозможно уничтожить.
Я никуда не пойду, пока вы не объясните, мистер. Ritra, if I'm gonna sign up for something, I need to know the exact... Okay, never mind. I don't have time for this. See you later. Or not. Over and out. Hey, all right. Have it your way. I'm ready. Take me up. Do you hear me? Ugh, what an asshole. Low deck, main hall, upper deck. Считыватель карточек. Каких нахрен? И? Чё, карточку искать? Может, шалопай-то? Ну и? Слышь, помоги. Стоп, а это-то откуда? Уважаемый старший техник, обращаюсь к вам по официальному каналу связи, согласно процедурам и вашим же указаниям во время нашего разговора. В этой связи вынужден повторить все, что уже сообщил вам устно. Во время последней разведывательной миссии произошел следующий инцидент. После того, как наша колонна проехала через нечто похожее на закопанный пучок металлических проводов, одна нога антимата попала в расщелину, которую ни я, ни другие навигаторы заметить не могли. Затем два арктана спустились к транспортеру, чтобы освободить застрявшую машину. Задача была выполнена успешно. Однако один из арктанов получил повреждения. В результате он уже больше недели вынужден находиться на станции обслуживания. Неделю, подчеркиваю. Я понимаю, что арктаны — оборудование, относящееся к категории пущенного мяса. Ничего себе, вот эти вот монстры пущенного мяса. Сильны, однако. Так, во всяком случае, я интерпретирую их использование в суровейших условиях, на неисследованных горячих планетах, в ледяных пустошах и перекопанных пустынях, как это. И так должно быть по задумке конструкторов. Предположу, что я также должен понимать, почему на ремонт их гипертрофированных металлических ног, должен заметить, достаточно простую операцию, уходит такое дикое количество времени. Однако мои когнитивные функции в этой области, очевидно, весьма ограничены. Потому что у меня в голове не укладывается, что там может так долго ремонтировать. Можно. Поэтому я взываю к вашему чувству профессиональной этики и подчеркиваю, что вышеупомянутый арктан из моего подразделения хоть и не является полноправным участником экспедиции, но представляет собой имущество, за которое вы, и я, и весь Альянс, как его достопочтенные создатели, должны нести ответственность. С уважением, навигатор Ойрон. Это где-то, блин, вообще где? Не знаю. Не знаю, что это. Текстурка провалилась, что ли? На грузовом лифте. Давайте искать. Вот это? Нет? Арктан — первая жертва мушек?
Вот почему так долго его надо было ремонтировать. Ха. Занятно, занятно. It's a one-way trip. Понятно. Вот мне кажется, такие моменты, ну, с одной стороны, продемонстрировать масштабность всего происходящего, но и затягивания. Я смотрю, все уже давно прошли игру. Да я тут. Все. Тяну, 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 тяну. Арктаны. Привет. Сейчас не студия, я не могу этого не сделать. После грузового лифта, то есть сейчас будет. Это не то, не вот эти вот ведь места, где проехали мимо. Ну, а теперь... Ой, карточка. Well, let's go up. Next stop, Rahitra. Ну, просыпайся. Ратунха Гейдру. Okay. Not quite at the bridge yet, but I'm getting closer. Much closer, Rahitra. Неактивный лифт. It must be the medical wing. Surprisingly, everything's still running. Was Rahitra here? Читать обчитаешься. Different sections. Опа. Different elevator cards. Ah, they really overdo it with the security. I guess I still Интересно, have в some книгах это time to было? look around. Aerodynamics. Ох, блин, ёлы-палы, я уже думал конец. Скажите, это важно читать с точки зрения понимания того, что в игре происходит? Я-то почитать люблю, но сейчас мне не очень хочется затягивать. Либо опять я по диагонали буду читать. Черепной интернейронный стимулятор в широких массах известен как замогильный фонендоскоп. Это как в Atomic Heart?
Так, последнее сознательное воспоминание умершего мозга. На-на-на-на-на. Так. Чуть-чуть. Ага, при этом мозг почему-то не умирает, да? Результаты исследования ненадежны и могут быть неэтичны. Представляете? Я у лора хочу. Да-да. Но вот это как-то тут загадки не сильно открывает. Конкретно вот эта запись. Данил, тебе спасибо, что зашел. Всего хорошего. И привет, видимо, уже из вчера. Из главных пасхалок на этом уровне в душевой лежит жеваное мыло. Так, это оно? Повторная заявка на разрешение работы над личными проектами. Повторно прошу разрешить мне разработку устройств для чтения, предварительно названных Оптон и Лектон. Мне кажется, чтобы полноценно оценить все пасхалки, нужно читать непосредственно книги пана Лема. А я этого не сделал. Такой вот я, невежда. Текс. Устройство для чтения. Я глубоко убежден, что смелое видение писателя-фантаста под псевдонимом Лем может стать реальностью. Угу. Необъятные космические знания больше не будут храниться на материале естественного происхождения. Книги примут форму кристаллов, и содержимое будет записываться на них. Угу. Вот, каждое прикосновение будет перелистывать страницу текста. iPad изобрели. Поздравляю. Так. Примечание. Помещаю на Оптон копию истории в честь Непобедимого с целью демонстрации. Ой. Второй проверенный мной концепт – это своего рода устройство для чтения с функцией воспроизведения звука. Он может получить популярность у пилотов, вынужденных проводить много времени в межпланетных перелетах, но желающих расширить собственные горизонты посредством литературы. Таким образом, я не исключаю презентации рассказа в звуковом формате аудиокниги. Заключение. Надеюсь на ваше положительное решение и прошу назначить дату презентации сразу по прибытии на Регис III. Так-то. Оптоны, лектоны. Нормально. Ну вот он, планшетик. Чумазое зеркало. Здесь все. Someone tried to eat soap. Есть мыло и какать в раковину. Извините. А вот это отсылка про мыло.
Можете мне объяснить, что это? Если это связано с непосредственно романом, ну или как это, в общем, с произведением «Непобедимый», тогда не пишите. Если с чем-то, что я смогу понять и оценить, то напишите. Красная планета. Марс пробудился. Я вот не знаю. Я не знаю, вот это меняется в зависимости от того, какой язык ты выбираешь. То кажется, кого-то лем там в разнобой написано. Ну, кажется, я переборщил. Слушайте, они тоже все уже это... давным-давно мертвы. Reminder. Уже истлели все. Шиншилла? Ом-ном, ну, ом-ном-ном тоже похоже. Профессор Азима. На 24-й день миссии пациент был найден за пределами базы. Симптомы: спутанность сознания, паралич, немота, отсутствие реакции на внешние раздражители. Причина неизвестна. Пробуждение запланировано на 46-й день миссии. Время на изучение 22 дня. Это уже все давным-давно было, да? Attention. Сдается мне, каракули, не знаю, эти или те, это тот, кто пытался это, ну, какие-то остатки сохранить разума своего, он все угасал, он какие-то записи делал. Уже толком не понимаю. Чё? Тело в камере искусственного сна. Couldn't get out. Poor bastard. Сплускас? Пустые шприцы. Rachel must have given them something to calm them down, as he did in a hideout. This soporific could be useful. Ага. I prefer not to have to use it. Я даже предполагаю, кому она это засадит. Погодите, а это второй? Наверное, нет. Так, слушайте, я немножко уже подзапутался. Ага. Так. Медицинская заметка.
Состояние пациента на момент поступления. Функции органов в норме. Температура тела в норме. СРБ в норме. Наблюдается тревожное расстройство. Одышка, учащенность сердцебиения, понижение уровня бенофлорекса и расстройство сна. Опрос. В последние годы пациент глубоко изучал инверсию в астрофизических явлениях. Диагноз. Невроз, вызванный постоянным напряжением и чрезмерной умственной активностью, вечерние и ночные часы, а также общее утомление организма. Это мне надо тоже прислушаться к этому. Вот это я прям более чем уверен, отсылка к какому-то произведению. Застрявшего, ну да, так сказала. Защита от мушек, химические средства. Перед высадкой на Регисе III можно назначить экипажу прием ГМК. Действует слишком медленно, зачеркнуто, значительное снижение дееспособности экипажа. Тупик. They considered even the most absurd forms of protection against a cloud. And I don't blame them. Почему с одной стороны открывается, а с другой нет? Мертвецы, блин. Вокруг одни мертвецы. Ну давай. О. Согласно последнему отчету, полученному до того, как мы потеряли связь, зафиксирован один пациент с невосприимчивостью к мушкам. Один из специалистов, столкнувшийся с облаком, не продемонстрировал симптомов потери памяти и не утратил когнитивных функций. Говоря простыми словами, мушкам он не интересен. Судя по всему, во время первого контакта с облаком он впал в неестественное состояние шока. Вероятно, из-за сильного стресса, что привело к временному замедлению его мозговой активности. Уж и не прояснил ли это? Вероятно, облако решило, что его мозг нейтрализован и не представляет опасности. Однако это всего лишь гипотеза, так как, зачеркнуто, мы понятия не имеем, что это, нужны данные. У меня есть еще один глупый вопрос. Is that why the flies didn't wipe out all of my memory? Because I fell into a natural stupor. It makes some sense, I guess. У меня такой вопрос. Они тут мертвые, да? Уже давно. Почему они умерли? Ну, в смысле, они не могли не улететь отсюда, запасы закончились, либо мушки внутрь проникли. Как будто бы нет. Причем они о них знали, они их изучали. И они отсюда, имея такое оборудование, они связались с вот этой вот, блин, никак не могу запомнить, в общем, с этим мужиком и со всеми другими участками. Не послали на разведку никого. Мозг Азимы функционирует на уровне мозга новорожденного. Может ли повторная стимуляция мозга восстановить сознание? Лечение транскраниальная стимуляция нейронов.
Применение замогильного фонендоскопа. Возможно возвращение когнитивных способностей. Но вернется ли память? Защита от мушек. Электрический камуфляж. Стертый мозг показывает значительное снижение электрической активности. Судя по всему, мушки больше не проявляют интерес к пострадавшим. И вывод. Необходимо замаскировать активность здорового мозга. Шапка-невидимка. Металлическая сетка для волос. Излучение слабых электрических импульсов для имитации стертого мозга. Не на ком проводить испытания. Без испытаний это не более чем прототип. Почему все мертвые? Ну, я понял. Значит, надо дальше. Так. Устройство посылает в мозг точечный магнитный импульс для выработки деполяризующего тока, который стимулирует выбранный участок коры мозга, а также соседние участки. Предположительный результат – рост нейропластичности и ускорение нейрогенеза ткани. Гипотеза. Данный метод должен позволить повторное освоение языка и обеспечить понимание сложных социальных ситуаций. Восстановление памяти, однако, невозможно. Я уже заговариваюсь. The memories won't come back. So much for the hope. Чё, вроде бы все. Тут. Погодите, я поторопился прочитать, раскрыть сюжет всего романа. Да, тогда тем более не надо. Так, стойте, это, видимо... Нет, подождите. Неактивный лифт. Я туда же пришел. Но карточку я нашел, так? И больше тут ничего нет, все закрыто. Да блин, что ж такое? Там мужик уже победил. Облако это, наверняка. B1. Deliberately trying to slow me down? I didn't design these elevators, if that's what you're asking. No, that's not it. You can clearly control them, but... Never mind. Dirac field, ready to activate. Spherical thrower, anti-protons. Oh, it'll be hell. Force field interference. Stable. 5 meters above the ground. Now the electro brain. Auto-gnome program. Loaded. Oh, you can cut off everything, you little bastards. I'll smash you into dust all the same. Rahitra! Here. Ну, вроде бы не особо агрессивен. Now that you're here, why don't you help me? With what? With the probes. They're over the battlefield. I do have visuals from the Cyclops here, but I can't do everything on my own. Oh, wait. Activity's increasing. They're coming. Are you helping or not? Come on, Yasnu. It's about to start. I can't wait any longer.
Расскажите поподробнее. But why, Rehitra? What for? I'm aware that I may lose communications. The Cyclops won't stop fighting, but I'll lose visuals. You understand? That's not what I asked. Yasna, make a decision. Here and now. Да блин, Япона мать. Я хочу все посмотреть. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Я в деле. All right. Have it your way. Let's destroy them. Now we're talking. Какой-то у него голос, слушайте, знакомый. Робинзон, блин, бородатый. Это он за 400, там, 20 сколько-то дней так оброс? Да ладно, маловато будет. Okay, I'm ready. What am I looking at? It'll be number 5, a long-range one. It sees the entire perimeter. Better switch to a closer one. Смените зонд. There's the Cyclops. Ой. Great. Ну. 2. Force field activation. I confirm. Field active. Он сказал, The вот clouds within 5. reach. Вон оно. Shooting. Чего? Ты? Он? Он шутинг. Я не могу, движения, ничего такого. Просто смотрим. The field is shrinking. Calm down, Yasna. It will hold. Whoa! Oh, beautiful. It's not a machine, it's the devil himself. I'm telling you. The close range is dead. No wonder. It's boiling over there. Но откуда он может знать, что Shit. I'm losing облако только connection. одно? Do you see anything? They're creating a tight formation. A cyclone. Fucking shit! That can't be good, right? Ух, What was that? You tell me. Can't you see anything? Probes, Yasna. The mid-range is dead. How about the long range? The long range works. The cloud has stopped attacking. The Cyclops is... Huh? What is it doing? What did you see? он стреляет в пробки? Он сбил все дроны. The cloud won. What? You said... Don't count on the Cyclops anymore. Circuits must have gone haywire. It shot down the probes. Now it's probably operating with a new goal. Like all those machines earlier. I don't understand. How? This is pure madness. Hey, at least we still have the Invincible. Don't mock me. I'm not mocking you, Rehitra. They really are flying here. They'll be here in about... Just hold on for a moment. I'll find out. Используйте все радиостанции, чтобы связаться с Новиком. Что? А, стойте, вот это облако? Да? Ох. Вообще, на что он рассчитывал, я не знаю. Ух. Я чувствую, мы тут бабахнем. Не, ну действительно, почему с этой стороны оно должно было появиться, а не с другой? Насколько оно большое, сколько всего этого, он же ничего не знает.
почему он раньше не полетел на Кондор? Кстати говоря. Чё? D4? Are you there? This is the commander of the IC Dragonfly unit, Astrogate and Novik. Да, я здесь. Astrogator, this is Yasnu. I managed to get to the Condor's bridge. Hitra and I led the attack on the cloud, but the Cyclops... Failed? Worse. The Cyclops got out of control and knocked down the probes. I had a feeling it would end like this. Do you know what Hitra is planning now? I have no idea. Well, then I need to talk to her. You, sir? Yes. Can you switch me somehow? Рахитра был, да, закольцован, но видя свое бедственное положение, почему он не направился-то на главную базу? Ну, это такой вопрос, он ответа не требует. Hello, Condor. This is Astrogate and Novik, commander of the IC Dragonfly ship. I repeat, this is Astrogate and Novik to the crew of the USCA Condor cruiser. Please come in. Could you stop with all these? Rohitra, engineer Rohitra. Among our crew, I'm the last man standing, so to speak, which I guess makes me commander. Who would have thought? In that case, I'm making an official request to join our forces, to prevent the danger that threatens both sides. Oh, enough, Novik. That's enough. I agree, officially, and all that jazz. We're already taking steps to eliminate the threat. I'd even say that your crew is working on it pretty damn actively. We stopped playing defense and took the fight to them. The Cloud suffered significant losses. As a counterattack, though, it disrupted our communications. Playing defense sounds a lot better than we're getting our asses kicked. Doctor, not now, please. Да, не надо было это говорить. Fighting against the Cloud is exceptionally difficult. But any opponent can be defeated. All it takes is the right tool. Meaning what exactly? Let me remind you that we're dealing with a dispersed entity whose technological prowess is still unknown. And it has so far destabilized every machine sent its way. Even the most specialized ones. That's why I'll keep it simple this time. No electro brains, no memory, only pure energy. You still haven't answered me, Hitra. What? A nuclear weapon? Seriously? Damn right. I won't leave all this unresolved. How many warheads do you have? 54. From 30 kilos to 100 megatons. Ничего себе. That's quite an arsenal. Over the top, I'd say. Не многовато ли? We really do have enough power. That's an Да вы не можете этого знать. An amount of energy could rip the planet to pieces. I'm not an idiot. I won't send everything at once. I'm preparing 8 smaller warheads to start with. And then? We'll see. О, хорошо все обдумали. Are you sure this is a good idea, Hitra? Listen, Yasna, I know how it must look to you. A hot-headed guy from the Alliance who wants to use nukes. But put yourself in my shoes. I have 24 hours tops of complete situational awareness. I'm taking action here and now based on my best judgment. I don't know what will happen later. Where will I wake up? In what condition? So I'm going to avenge my people before that happens and ensure the safety of those who survived. They all deserve better than this. I know you understand. You're like me. You would do anything for your crew. А разве облако угрожает человечеству? Ну что, через космос полетит всех жрать? Месть никого не спасет. I understand how you feel. But you can't approach this problem in terms of revenge. We are dealing with creations of necro-evolution. Dead evolution. Probably non-sentient ones.
Taking revenge on the cloud is like... Whipping the ocean for sinking a ship? Exactly. Like Xerxes. We won't gain anything from a mindless attack. On the other hand, knowledge about these creations may turn out to be crucial in helping their victims. In helping you, Rahitra. My memory, you could... It's possible. Well, thank you. What for? I haven't done anything. For reminding me of my mom. But as long as the cloud is a threat to others, my condition comes second. You, Rahitra, are still reasoning as though we were standing face to face with a thinking opponent. What if these beings are not our enemy at all? Oh, good one. Are you forgetting how many of us they've already killed? I will never forget, Rahitra. Still, I can't help feeling that they operate without any strategic plan. They attack from one incident to another. They're non-sentient, as the doctor put it. So what, they're stupid? And that's why they can't be hostile? It's absolute nonsense. Well, it could be. Yasnu, what do you think? Они враги, даже если сами этого не понимают. Sentient or not, they are the enemies of all protein life. Ergo, our enemies. Just like that. Yes. Please remember what we've learned. Before the machines came to Regis III, this planet was teeming with life. Before the cloud wiped out all its competition. Wait, what species are you talking about? Dr. Yassnu found various traces of conflict, lasting for hundreds of thousands of generations. С другими машинами долго перечислять, с местной фауной. А какая разница? Если ответить вот это, ему больше понравится, чем вот это. Ну, допустим, так. Well, they certainly competed with the local fauna. We've seen fish that evolved to sense electromagnetic fields. And underground, I found fossils of lizard-like reptiles. Some of them must have been predatory. I find it hard to believe that any prehistoric reptiles would possess our level of technology, not to mention an arsenal. Well, they wouldn't have. But there were other machines here as well. Other machines? I don't buy it. It's like some robot fables. No, Rachel, these are no fables. We have gathered evidence for it. How did these machines even get here? Who built them? Probably some alien race. Highly evolved. It all adds up if we assume they crashed on Regis III. But not even a single living organism survived the accident. Only machines were left. And then what? They started bashing at each other's tin heads? Doesn't make much sense to me. Machines don't have emotions. They don't argue. Теория некроэволюции. Вот то, что она сейчас сказала, может, я плохо следил, но когда игру закончим, я скажу, почему я мог плохо следить. Погодите. Значит, мушки связаны с кустами. Так? А вот эти вот города и все коммуникации квадратичные, это как раз и есть вот это вот Мег Лайф, которая была на планете? Или это в какой момент Ясна узнала про там крушение вот это? Я чувствую, мне надо почитать само произведение. First things first. Millions of years ago, some highly advanced race sent machines to Regis III. And these were specialized homeostatic mechanisms, left with no one to command them. As an engineer, you know well how it is. A robot does what it needs to do, whether it serves someone or not. At first,
They probably just repaired themselves or built a home for their dead masters. Until something forced them to change. Exactly. Certain types of predator eat anything that moves. So I'm betting they were attacked by local fauna. The key was that these machines had the ability to produce others as needed. To combat, say, flying reptiles, they started producing flying machines. That still doesn't explain why they started fighting among themselves. Since they already defeated the living organisms, why keep producing themselves? It makes no sense. Если коротко, так работает эволюция. Если подробно, я ставлю на кризис. What is a guiding principle of a homeostat? To survive. Apparently the machines pose a threat to one another. They use the same source of energy to function. A common, finite resource. Okay, but why did some flies survive this? Not something bigger, better. The way I see it, they were better. The best. In necroevolution, the bots that used up the fewest resources won. So they miniaturized, or became sedentary. The former process gave rise to the cloud. The latter started this bizarre genre of metal structures, resembling vegetation, which formed the city. And they're still growing? No. They lost the fight for survival, and now they're just rusting remnants. Only one form survived. The flying microbots that conquered all land areas on Regis III. Вот оно что. So these flies were just the best adapted. To the conditions of this planet? Yes, that's how it works. So, to summarize, some alien race sent advanced robots to Regis III. Local dinosaur-like monsters tried to eat them, so the robots produced other robots, which produced more and more robots, until they fell victim to their own overproduction. After a number of iterations and wars for resources, they spat out the murderous cloud, which took over the planet. Indeed. To put it simply, For me, the matter is perfectly clear. Makes no sense to bomb these creatures. I see it's a greater danger to us than to them. But how else do you imagine defeating the But cloud? that's the thing. I don't. It's invincible. Да. Yes, sir. Do you agree? Well, Так кто непобедим это? Какой-то аппарат, созданный людьми, либо вот это? Вот я не обладаю достаточным набором знаний, чтобы сейчас сделать вот этот выбор. Я не знаю, может, есть способ с ними бороться. Вот это бомбануть. Я полагаю, это не поможет. Ну, может, вот это облако исчезнет, а потом посмотрим в другие, и оно тут все кишмя кишит. Шанс на победу есть, но крайне малый. На основе чего такой вывод ты делаешь? Я не понимать. Что мне сделать? Но крайне малый. Сражаться? А с кем ты и за что ты сражаешься? Вам надо валить отсюда, о чем прозорливый Новик говорил тебе всю игру. Что ты тут сделаешь? Потом всяких, я не знаю, исследовательских роботов сюда направлять. Я просто уже заговорился, забыл вопрос. Полностью это нет смысла сражаться, полностью нет. Либо сражаться, либо тоже сражаться. Ну, допустим, давайте, я не знаю, вот этот нейтральный третий я выберу. Да нет, What are не... you saying, Doctor? After a sufficiently powerful explosion,
the ocean waters will begin to Ой, vaporize. Cloud cover will increase. The albedo will rise. And the resident symbionts won't be able to provide the minimum energy needed for reproduction. So yes, we can destroy the cloud. Ну что? Along with ourselves. Oh. You don't think we can defeat them and survive? Technically, we'd have to wipe out the entire planet. That's not our goal here, is it? No, it's not. So, you think there's no point trying with smaller charges? Не нужно атаковать. Нет, я не хочу. Пытка не пытка. Нет. We would risk our lives for nothing. So yeah, I am against bombing. We won't help anyone this way. But what else can we do, if not attack? Подождать непобедимой, эвакуироваться. Хотел бы я его увидеть все-таки. Только опять-таки, что он сможет сделать, я не знаю. Эвакуироваться. Давайте подождем. The Invincible is near. We can wait for its arrival. Right. That is one solution. Although I was hoping you'd come back to Dragonfly. Back home. Let's drop it, all right? Further discussion is pointless. The charges are almost ready. Rahitra, for fuck's sake, be reasonable. You won't stand down, will you? An escalatory solution won't work. Will only needlessly draw the cloud's attention. And I won't have you endanger my support. Oh, good one. I wasn't the one who sent her to the surface of this shithole of a planet. Yes. Rahitra? Rahitra, over. He won't answer you, sir. Not anymore. Oh. Did you neutralize it? I put him to sleep. It's cruel, I know. He will forget everything. Жестоко. All over again. No, Yasnu, you did the right thing. He wasn't listening to reason. I'd have blown everything up. Most likely along with the both of you. You actually saved his life. Я улетаю немедленно, я остаюсь ждать непобедимой. И она как, погибнет, если будешь ждать? Если она улетит, покажут ли непобедимого? Сколько, блин, концовок в этой игре? Я остаюсь ждать. А с ним что делать тогда? Нет, погодите. Значит, про непобедимый. Он вроде бы с энтузиазмом это воспринял. Возможно, непобедимый поможет в этой ситуации. Дальше ясно говорит, давай улетать. Он говорит, нет, я все равно бомбану. Так? Типа я не полечу. Но ясно собиралась улетать. А теперь предлагает, блин, ну, появляется вариант, что она не улетит. Да что ж такое? Давайте вот так. I hope the Invincible's crew thinks the same. The Invincible? Are you saying that... Yes, I'm staying on Regis III. Yes, sir. You should fly away, Astrogator. Warn everyone from the Commonwealth. Ой, блин, слушайте, я все не так сделал. So, all we can do now is... Yes, indeed, Doctor. Yes, sir. It was truly an honor. I'm having a hard time finding the right words. Какой смысл тогда был его усыплять? А, чтобы он все не взорвал. I know I couldn't keep my mouth shut. Sometimes. But that doesn't change the fact that I'm extremely grateful to you. You could have flown away so many times, yet you stayed with me until the end. Thank you. You shouldn't thank me. It was my bounden duty as commander. My only regret is that I couldn't do more. And that some decisions
Please don't blame yourself anymore. There's no point. Now Koval, Krauter, and Gorski need you. Understood? Yes, Mom. Have a safe journey, Novik. Thank you, Yasnu. And see you soon. Over and out. Несколько дней спустя. Так это, блин, ёлы-палы. Слушайте, я уже забыл, что хотел сказать. Ладно, корабль Альянса. Finally. It's them. They're switching through the channels. To all units in the perimeter, this is the Chief Navigator of the USCA Invincible cruiser. We're preparing to land on Regis III. Call code Sierra Alpha Romeo. Estimated time of approach, T-minus 20. Searching for me. To all units in the perimeter, this is the Chief Navigator of the USCA Invincible cruiser. Please respond. Oh, they could slow it down a little. Alright. Seems no one is answering here. I'll try another channel. To all units in the perimeter, this is the Chief Navigator of the USCA Invincible cruiser. Hello, Invincible? It's Condor here. Oh, Condor, we hear you. I confirm. We picked up your coordinates yesterday with a message from a member of the Interplanetary Commonwealth. Invincible, I confirm. This is Dr. Yasnu, the IC member. Dr. Yasna, nice to meet you. My name is Rohan. Is it your message that we received? Yes. In that case, I'd like a confirmation. Are the rest of the crew still unconscious? Hey, you. I confirm. You. What have you done? Это все. А где все? Ну, что это такое? Я недоволен. Ничего не показали, не знаю, как там в книге, наверное, так же. Такс. Так. Если бы не усыпил, Рахитр собирался, ну да, бомбить. Можно было бы это посмотреть. Наверное, тоже не показали, там все это залило светом от вспышки взрывов, и на этом закончилось. Я не знаю, я думал, покажут гигантского этого робота, который вот в перерыве я оставлю картиночку. Сейчас, стойте, дайте я потише сделаю на всякий случай. Вот так вот. Так, чат. Вот чат, вот игра. Так, эй, я ничего не сломал? Верните. Музыка пропала. Я сломал музыку. Нет музыки? Нет. Ну, извините, кстати, дайте я переткну. Так. Ну. Музыки нет, я сломал. Извините. В любом случае, всем спасибо за прохождение, за советы, за то, что вы написали в чате. Я старался сегодня, ну, побыстрее закончить, хотя тоже там ковырялся, но я все прочитал. О, музыка появилась. И на этом все закончилось. Слушайте, а можно загрузить и сделать по-другому? А ну-ка давайте. Только это, наверное, блин, пипец долго будет. Ну, раз уж я начал. Сейчас, где она?
Произведение я прочитаю, надеюсь, там получу недостающие ответы. Так, кстати, теперь надо назад вернуть звуки. Вот. Давайте, я не знаю, либо бомбанем, либо улетим. А, и бомбанем, и улетим. Можно это пропускать? Похоже, нет. Блин, ну... Okay. I'm switching you to the bridge. He should be able to hear you now. Done. Please talk. Hello, Condor. This is Astrogator Novik, commander of the IC Dragonfly ship. I repeat, this is Astrogator Novik to the crew of the USCA Condor cruiser. Please come in. Could you stop with all these? Rohitra, Engineer Rohitra. Among our crew, I'm the last man standing, so to speak, which I guess makes me commander. Who would have thought? In that case, I'm making an official request to join our forces, to prevent the danger that threatens both sides. Oh, enough, Novik. That's enough. I agree, officially, and all that jazz. We're already taking steps to eliminate the threat. I'd even say that your crew is working on it pretty damn actively. We stopped playing defense and took the fight to them. The Cloud suffered significant losses. As a counterattack, though, it disrupted our communications. That's why we need to change tactics. To be honest, I don't see how changing tactics in this situation would make any difference. I strongly disagree, Novik. All it takes is the right tool. Meaning what exactly? 15-20. Ну, ладно, давайте потерпим. And it has so far destabilized every machine sent its way. Even the most specialized ones. That's why I'll keep it simple this time. No electro brains, no memory, only pure energy. You still haven't answered me, Mitra. Please, just... What? A nuclear weapon? Seriously? Damn right. I won't leave all this unresolved. How many warheads do you have? 54. From 30 kilos to 100 megatons. Oh, that's quite an arsenal. Over the top, I'd say. I'm preparing 8 smaller warheads to start with. And then? We'll see. I'm against escalating the conflict. Huh, so much for our groundbreaking cooperation. I didn't... Why do you jump to conclusions so quickly? Нет, надо было все-таки говорить. Clearly you lack tactical experience. Save it, Novik. I don't need a lecture. This is my ship and my people, and it's my goddamn duty to avenge them. Period. Yasna, I know you understand. You're like me. You would do anything for your crew. I understand how you feel, but you can't approach this problem in terms of revenge. We are dealing with creations of necro-evolution, dead evolution, and probably non-sentient ones. Taking revenge on the Cloud is like... Whipping the ocean for sinking a ship? Exactly. Like Xerxes, we won't gain anything from a mindless attack. On the other hand, knowledge about these creations may turn out to be crucial in helping their victims. In helping you, Rohitra. My memory, you could... It's possible. Thank you. What for? I haven't done anything. For reminding me of my mom. But as long as the Cloud is a threat to others, my condition comes second. You, Rohitra, are still reasoning as though we were standing face to face with a thinking opponent. Ну ладно, он уже приближается потихоньку. По поводу пещеры понял. Значит, надо было его к себе больше расположить. I will never forget, Rohitra.
Still, I can't help feeling that they operate without any strategic plan. They attack from one incident to another. They're non-sentient, as the doctor put it. So what, they're stupid? And that's why they can't be hostile? It's absolute nonsense. Well, it could be. Ясно. What do you think? Ай, блин, елки-палки, вот второй раз, и я тоже не знаю, как ответить. Как в такой ситуации можно ответить? Люди понятия вообще не имеют, с чем столкнулись, и что с этим можно предпринять. А тут такие судьбоносные решения. Осознанной враждебности. Ну, вообще-то нет, как я понимаю. Слушайте, давайте я так нажму. They're not stupid or hostile, but rather programmed to react to radio waves, to brain waves. How? They're breaking down communications to thwart the exchange of information. So... they see no difference between a man and a machine? They take our brains for transmitters. That's why they're attacking us? Exactly. Wait. На лошади ходи. Dr. Ясну found various traces of conflict. Слушайте, а посадочный модуль это какой? Вот этот один оставшийся? Получается, подождите, Джен, если он разбивается, тот самый, то как Ясно тогда сейчас бы улетала? На каком-то ихнем модуле? Либо такого варианта вообще не было. И Ясно было сама говорила первее, что мы тут, блин, всех действительно в труху. I'm mainly referring to other machines that evolved simultaneously on Regis III. For instance, those structures we called the city, or the robots you uncovered at the excavation site. Who knows what kind of technology they had? Uh-huh. And you're saying they were fighting each other? Or competing is a better word. But yes. I don't buy it. It's like some robot fables. No, Rachel, these are no fables. We have gathered evidence for it. How did these machines even get here? Who built them? Probably some alien race, highly evolved. It all adds up if we assume they crashed on Regis III. But not even a single living organism survived the accident. Only machines were left. And then what? They started bashing in each other's tin heads? Doesn't make much sense to me. Machines don't have emotion. They don't argue. Вот опять этот момент. Это я не нашел в игре. Но каких роботов они в развалинах нашли? Я такого не помню, вообще не помню. First things first. Millions of years ago, some highly advanced race sent machines to Regis III. And these were specialized homeostatic mechanisms, left with no one to command them. As an engineer, you know well how it is. A robot does what it needs to do, whether it serves someone or not. At first, they probably just repaired themselves, or built a home for their dead masters. Until something forced them to change. Exactly. Certain types of predator eat anything that moves. So I'm betting they were attacked by local fauna. The key was that these machines had the ability to produce others as needed. To combat, say, flying reptiles, they started producing flying machines. That still doesn't explain why they started fighting among themselves. Since they already defeated the living organisms, why keep producing themselves? What's a guiding principle of a homeostat? I don't... That was a rhetorical question. It's all about survival in changing conditions. Что-то я сейчас выбрал другой вариант, она то же самое говорит. Of necroevolution were no longer threatened by the local fauna, but they had to find sources of energy and materials from which they could produce replacement parts and offspring. Originally, their descendants were undoubtedly powered by radiant radiation, but on Regis, there are no radioactive elements at all. Sounds familiar. The energy runs out, you have to wheel and deal. Yes, the default source wasn't available anywhere, so they had to look for an alternative. There was a severe energy crisis and a conflict among the machines. Simply put, they fought to survive, exist.
That's what evolution is all about selection. Wait, Doctor. We've established that these beings are mindless. Shouldn't the organisms with the most developed nervous systems win the game of evolution? In this case, instead of a nervous system, there was some kind of electrical one. But the principle remains the same. Not exactly, sir. The most advanced of the mechanisms that landed here derived energy from their own radioactive resources. Simpler devices such as small repair systems could have had solar panels. And in that case, would have had a significant advantage over the others. But the other ones could defend themselves. They could attack. With atomic power, yes, that's possible. But I see it differently. In necroevolution, the most successful beings were those that excelled in miniaturization above all else. Also, the sedentary creations. The former gave rise to the cloud, which the flies form when necessary, in pursuit of a common interest. Meanwhile, the sedentary ones gave rise to a peculiar species of metallic vegetation. Those structures formed the city. So, it's still functional? No. For some reason, the city lost a fight. Ладно, это она повторяет, а вот про ядерные двигатели это вроде что-то новое, либо я не был внимательным. Опять-таки, она делает такие выводы, на чем они основаны. А вот насчет города, я думал, что потом выяснится, что это на самом деле не город, а такая форма жизни. Может, еще живая. So the robots produced other robots, which produced more robots, until they fell victim to their own overproduction. After a number of iterations and wars for resources, they spat out a murderous cloud, which took over the planet. Indeed. To put it simply. For me, the matter is perfectly clear. It makes no sense to bomb these creatures. I'll even say it's a greater danger to us than to them. But how else do you imagine defeating the cloud? Well, that's the thing. I don't. It's invincible. Yes, do you agree? Well? Invincible. Так. Значит, что? Давайте Ясно улетает, а он бомбанет. Бам-бам. Я только не знаю, а если полностью... Нет, пойдите сражаться. Хотя... Нет, учитывая то, что он делает, мне кажется, если сказать, что, типа, шансов никаких, он все равно останется тут. Так, ну, давайте вот так. I very much agree. Another attack would make no difference. Just a few flies are enough for the cloud to regenerate. What if we destroy their nests? No, Ritra. Unless we want to destroy the entire planet. Вот о чем я и говорил. And even then, there's no guarantee they would die in space. After all, the flies need no air, water or food. А это о чем вы говорили? Да. But what else can we do if not attack? Эвакуироваться. We can leave this place and never come back. We have a lander. Sorry, but I'm not going anywhere. You on the other hand? I'm surprised you didn't evacuate already. Well, I had to make sure you won't do something you'll deeply regret. Huh. I'm done. Warheads are armed. One more press of a button, and there'll be no turning back. I can't. О. That was close. I'm suspending all actions leading to conflict. But what should I do now? Well, we have a lander. Ой, слушайте, это внезапно. Ха. All of us? Yes. Your men are welcome on board. Вот, а к чему тогда второй вариант? Я подожду вместе с вами. Ёлки-палки. До этого выбирается фраза ясная, что сражаться нет смысла, я улетаю, полетели со мной. Он говорит, нет, я остаюсь, а потом передумывает. А теперь я подожду непобедимый вместе с вами, то есть сдохнем вместе. Оба уже отказались, решили улететь, давайте останемся. Полетели отсюда, пошли мутить.
You actually mean it? Damn. Thank you. But I can't leave just before my people arrive. I have to tell them about the cloud, necroevolution, this whole mess. But you... I can handle it, Ясна. I'll take the stimulants and hold out until they arrive. Whatever it takes to stay awake. Но он не понимает, что он забудет. Вот. Слушайте. Точно. Так. Мне это помогало. Лучше возьмите мой журнал. Стойте. А к вопросу вообще о потере памяти. Ясно просыпается. И она, казалось бы, ничего не помнит. Ну, частично. Так все-таки мушки типа поверхностно ее огуляли. Либо как? И, кстати, что это была за женщина, которая с ней вначале пыталась говорить? Незнакомка была написана, то есть она... Это не та погибшая женщина. Либо она. Либо в тот момент она не помнила вообще ничего, потом начала вспоминать. Не, ну вообще да, она... В процессе прохождения она что-то вспоминает. Wouldn't it be better if you took my diary? It contains everything I've learned. Huh. As long as your commander doesn't mind. Please take it, Comrade Rehitra. There are no more factions on this forsaken planet. We're all just people here. Ну и... Все, уходим. Или как? Или что? Что делать? А. Thank you for this and for everything else. Ну прям... Prepared Hopper for departure, but there's still a matter of access to the landing pad on the bow. Navik, how do you know about our landing pad? Well, you know what they say? Keep your friends close and your enemies closer. Astrogator likes big ships. Right. Anyway, someone has to break the force field and open the dome. The field automatically deactivates when the dome is opened. It's the same switch on the control station. All right. Sounds simple enough. Откройте купол. Так слушайте, что-то Новик, я-то думал, он каким-нибудь двойным агентом окажется. Двойным агентом, который на самом деле на Альянс батрачит. Хотя, может, это раскроется. А еще нифига не сказали, что за минерал они нашли и как это все связано. И зачем это было сказано. Good luck, Rehitra. Thanks. I'm gonna need it. Have a safe flight, Ясна. Commonwealth ain't all that bad. Yasna, can you hear me? Yes. We've reconnected. Great. Hopper is just landing. Wow, already? It went smoothly. The landing pad is generous in proportion. Like everything here. Hey, I can see Hopper. I can't believe I'm finally coming back to you. I'm very happy to hear it, Yasna. Me too, it's just... It was such a long and difficult mission. Вот, смотрите. Одно облако, второе облако. Хрен ты что тут сделаешь. Я что-то сейчас вспоминаю первую концовку. Я вообще не фиксирую мотивацию Ясны оставаться тут и ждать Непобедимого. Ну да, как бы. Она думает, что Непобедимый сможет что-то сделать. Но нахрена его ждать тогда?
О, And what? ну нахрен. There's nothing. I'm gonna buckle up now. Ready. Copy that. Hopper is taking off in 3, 2, Концовка Сабнавтики оригинальной. Ну вот и как бы все. Не знаю, сейчас мне как-то показалось все более логичным, более уместным. Так. В эпизоде, где Ясно лезет в тоннель первого антимата, свою упоминает диссоциацию. Что-то было, да. Угу. Про минерала Новика это вымысел игроделов. Ну, слушайте, давайте концовку с ядерным этим ударом уже не будем. Время. У меня еще вопрос. Вот эти галлюцинации, либо не галлюцинации, когда она видит, ну, как я выбрал Коваля в пещере, ну, это ладно. Пусть она устала, там мало пила, у нее какие-то галлюцинации, испугана. А вот то, что она на склоне видела двух людей, это что такое тогда? Вопросы, ответов нет. Вот. Вопросов у меня много, всегда. Я прям хочу во всем полностью разобраться. Ну, полагаю, это очередной случай, когда в данном случае игра не отвечает на вопросы. Ну, я это так называю. Не отвечает на вопросы как, отвечает только на вопросы что. Что, вот полетели эти, тут есть кусты, тут есть мушки, они вот так-то там действуют. Есть Альянс его представителей, есть это, есть то, но как это работает? Что они тут хотели? Почему прилетели? Кстати, почему тут Альянс? Кстати говоря. После всех этих разговоров на базе, когда показали там вот сверхновое, до этого письмо там по поводу научных трудов, что вот там перепишите статью, солнце там бомбанет. Сейчас я думал, тут основной замес в том, что ученые открыли, что наше солнце вот-вот станет сверхновой, надо спасать планету Земля. Как спасать? На Регис III, значит, пережила планета вот это событие, как-то пережила, на суше все выжгла, в воде не выжгла. Почему в воде осталась жизнь? А потому что тут конструкции сделали они каким-то образом, там все вот это вот электромагнитные дела, и кого-то бы защитили планету от полного уничтожения. И Альянс пытается тут раскопать технологии и какой-то, не знаю, купол создать. Ну а потом нечто подобное вроде мушек, либо каких-то сумасшедших андроидов будет найдено, и все будут от них бегать, в том числе Ясно. Пока не прилетит Непобедимый и всех не спасет. Либо погибнет. Ну, как-то, в общем, вот такие у меня были предположения. Помимо всех остальных. У меня как-то так голова работает. Я при первом знакомстве с чем-то понимаю хуже, чем большинство, а потом, когда начинаю это все продумывать, на следующий день, поспав, у меня уже больше понимания. На склоне она видела Рахитру и робота.
Да, я также думал, но вроде там были силуэты человеческие, а не андроида. А, получается, это как раз та вылазка Рахитры, где он хочет, ну, дойти до там базы, посмотреть. А, либо он увидел, что этот аэростат упал. Но опять-таки, наверное, ответов нет. Подобное. Слушайте, получается, в романе нет ни альянса, ни содружества? Так получается, и ядерной бомбардировки нет. Надо обязательно прочитать. Обязательно. Сегодня начну. Вот, а Джен ничего не увидела. Я не совсем по книге. Да, говорили уже. Но в любом случае, мне игра очень понравилась. Может быть, даже лучше вначале игру изведать, только потом книгу. Для более широкого всего этого понимания. Ну, а если кто-то читал заранее, то игра ему, я думаю, все-таки понравится. Наверняка, конечно, есть люди, вот, мол, что вы сделали с произведением, вы тут набузовали, не пойми чего. Ну, не знаю. Based. Ну, тут, смотрите, написано, что базируется на вот этой вот каноничной новелле. А, это новелла, не роман. Вот, в общем. Понял, как это называется. Что еще могу сказать? Еще одна фиаско. А вот Станислав Лем как-то мимо меня прошел. А вот фиаско, да, я там не помню по какой... Ну, в общем, посмотрел эту библиографию. Да, там вроде было такое произведение. Вот, в остальном, я не знаю. В принципе, уже говорил там и про музыку, и про графонию. Если бы еще ясно побыстрее бегал, это было бы классно. Ну, а так интересно. Вот, что значит фантастика. Старая, хорошая. Без какой-то современщины, что, мол, я не знаю, жили-были люди, полетели фантастическая инопланетная раса, мы всех вас уничтожим, потому что мы такие бум-бум-бум. Нет, вот, интересно. Хотя тут достаточно много примеров было, не примеров, приемов, что вот персонаж теряет память. Ага. Не знаю, где находится. Не знаю, что случилось с его товарищами. Он их находит, но они ему ничего не говорят. Такое часто бывает. Еще прием, сейчас какой был-то, вылетел из головы. Ну ё-моё. А, про вот эти видения, что вот член экипажа, который тут вроде находится, но он не может быть. Я встречался с таким. Всякие там еще эти моральные размышления. Можем мы, не можем мы. Ну, не знаю, я это наоборот встречаю позитивно. Книга «Солярис». Я «Солярис» только по фильму Тарковского знаю. Слушайте, а у меня нигде тут в книжном варианте не завалялось? Я же это в комнате с книгами сижу. Да и нет. Где-то.
И это в другом месте. Ну, ладно, со мной было через телефон читать, вероятнее всего. Вот. Ну чё, я не знаю, что еще добавить. Я доволен. Не совсем мне в конце понравилось. И не потому, что я не увидел там большого этого непобедимого. Нет, не поэтому, а как-то... Ну, это, наверное, лично мое отношение. Они пытаются сделать что-то, толком не понимая ничего. Вот. Ну, и, короче, вы поняли, я не буду повторять. С другой стороны, если представить это, что такой фильм, то, наверное, для фильма нормально будет. Ну, да. Когда Ясна просыпается, напомнила чужой. Ну, в принципе, да, первый фильм. Но только в фильме они были менее одеты, чем тут. Голова профессора Дойля гнетущее впечатление производит. Я не читал, но да, я где-то слышал, кто-то мне рассказывал. Может, Георгий, ты и раньше об этом говорил? Блин, музыка заглушает. Извините, ёлы-палы, а я сижу тут, забыл совсем про это. Вот, я потише сделал. Любителям колды и аниме-игра не зайдет. Наверное, да. Кстати, по поводу того, что я раньше говорил, сюжет. Не сюжет, а жанр. Чё, получается, квесты из 2D-шности переросли вот в такое вот? Какие-то, как это назвать, типа adventure от первого лица? Не скажу, что я против. Не знаю, просто для меня квесты это всегда что-то 2D-шное, либо какая-нибудь изометрия там, типа того. Но это как-то квестом назвать. Ну, с другой стороны, жанры меняются. Знаете, когда-то любая игра, где ты мог умереть, называлась Survival. Я прям помню старые журналы, где я там листал, и в начале статьи, посвященной какой-то игре, рамочка, там, кто разработчик, кто там это, вот это все, какой жанр. Эти требования технические. И у игры Resident Evil жанр ужастик, триллер, выживальщик. Теперь, конечно, такую игру survival никто не назовет. И все понимают, когда survival произносится, что имеется в виду. Я вот в теге прилепил именно квест. Это мне Википедия подсказала. Привет, Википедии. И достоверность информации. Интерактивные игры, фильм, да, больше бы подошло. Фильм с вариативным сюжетом, ну, типа того. До Heavy Rain и других игр от Quantic Dream я пока что не добрался, хотя Heavy Rain знаю, что там происходит. Ну вот смотрите, немножко подготовились. Не survival, не выжить, наверное. Ну что, давайте на этом заканчивать. Все, у меня голос уже уплыл. Еще раз огромнейшее всем спасибо, кто смотрит в записи. Привет и тоже вам благодарность. Лена, тебе еще раз спасибо за совет. Игра превосходная. Если в том числе игра тебя сподвигает книгу прочитать, это вдвойне хорошо. Такая мораль. Так. Тут, кстати, робот. Я еще думал, в конце выяснится, что мы являемся роботом. Но это, видимо, надо в Сому играть. Всем приснятся мушки. Нет, не надо. Довольно.
Вот, я, может, потом что-нибудь в комментариях напишу, какие-то пост-мысли, если возникнут. Либо, когда книгу прочитаю, тогда добавлю там закрепленный комментарий. На этом прощаюсь окончательно. Всем удачи, всего хорошего, спокойной ночи. Все будет хорошо.